Всем привет, вы на канале Польза.нет и 334 сейчас мы должны увидеть друг друга довольно быстро и просто. Пишем, слышно ли меня? Прием. Друзья, всем привет. Слышно ли меня? Пишем. Отлично. Все, связь есть, я думаю, сейчас все будет. Сегодня... Отлично. Сегодня к чему мы все собрались? В первую очередь мы собрались для того, чтобы... Так, сегодня у нас уже камера не прыгает, отлично. Слышно меня хорошо. Мурат, привет. Би, привет. Нас уже 20 человек. И можно начинать. У нас 3 девайса на выбор в названии. Почему и что их связывает? В первую очередь все это Xiaomi в той или иной форме. А во вторую очередь их связывает то, что все эти 3 девайса были на моем обзоре. И сейчас их на данный момент, что этот, в русском, во всяком случае, пространстве не купить. То есть можно заказать где-то, но... Привет, Гориллас. Вот, можно заказать, но по большому счету все это будет китайскими версиями. Не факт, что у вас потом без проблем встанут прошивки, что на Amazfit GTS, что на Amazfit Health, что на Redmi Note 8 Pro. И к чему это? К тому, что по большому счету железо-то не поменяется. Всем нравится такой формат сверху. Если кому-то не нравится, потом сделаю сбоку в следующий стрим. В этот стрим меня люди просили, чтобы я поменял фон. Во-первых. Во-вторых, поменял вообще формат чуть-чуть. Основа изменения формата сегодня это то, что я буду отвечать на ваши вопросы в течение 1,5 часа, через 1,5 часа. То есть в 19:30 мы с вами проведем розыгрыш. И на этом, может быть, еще пару вопросов отвечу. На этом мы закончим. Вот, сейчас, секунду, включу музыку. Долго не включался микрофон, как всегда у меня все через одно место, но сами видели, на все эти 3 гаджета сейчас у нас есть здесь на этот стрим на распаковку, на этот стрим на распаковку, на этот стрим на распаковку и 3 обзора, соответственно, на канале. 2, я считаю, стрима были удачны. Это конкретно Amazfit GTS. Вот на эти мы нормальный стрим провели, на этот печальный, на этот браслетик-часы, потому что они у нас не хотели соединяться. А на телефон было вообще все удачно. Узнали много нового, притом все вместе, и уже на базе стрима я делал свой обзор. То есть, по большому счету, все, кто были на стриме, ничего нового потом не узнали. Но не это главное. Что у нас 78 человек? С чего начнем? Этот стрим не опоздал? Нет, не опоздали, это мы потихонечку сейчас будем разбираться. Димыч, что ерунда? Откуда берешь подставки? С Алиэкспресса, как и все остальное. Сравни видео, что лучше Mi Band 4 или Amazfit GTS. Потом, давайте нас соберется хотя бы сотенка. И еще договоримся, сейчас 18:05. Для тех, кто смотрит стримы, я в прошлый раз переволновался, наверное, и переболтался. Буду напоминать вам про лайки раз в 10 минут. Будем считать раз 15 даже. 18:05, кому не жалко, лайки проставляем. Сейчас я буду вам рассказывать о девайсах, которые не у всех есть на руках, и я уверен, что у тех, у кого они даже есть, не всегда хватает опыта с ними что-то делать. Вот, допустим, по поводу GTR, на которой уже вроде бы вышла глобалка и появилась функция Always on Display, нет функции в настройках, как я знаю, сделать английский язык. А вот на Verge вторых есть. Но давайте поступательно, потихонечку разбираться все-таки с этими девайсами. Все готовы? Самый интересный, конечно же, девайс это у нас Amazfit GTS. Почему здесь лежит Amazfit GTR? Потому что, по моему субъективно-объективному мнению, это практически одинаковые девайсы. Прошивки у них идентичны, в моем понимании. Функционал тот же самый. У них единственно разный форм-фактор и все. На этом, по моему мнению, все заканчивается. Потому что здесь есть GPS, что здесь есть GPS, что здесь не повесить никакие датчики, что здесь. И по автономности примерно одинаковые. А еще магия в том, что я сейчас... Как играет телефон, не лагает? Нет, не лагает. Мы это все сейчас проверим. По поводу Redmi Note 8 Pro... Я думаю, мы даже поиграем сегодня чуть-чуть. Юрич, привет. Напоминаю, что мата на канале нет, самое важное, да и по большому счету все. Сегодня еще раз в 19:30 будем Mi Band 4 разыгрывать. Привет, про Redmi Note 8 Pro говорил уже? Нет пока, я начал с GTS-ок и GTR-ок. Так вот,
что на тот, что на другой девайс у меня есть обзоры и есть стрим на этот девайс. Надеюсь, сейчас видео не лагает, да и не должно. В прошлый раз я просто забыл включить Wi-Fi. Вы уже меня простите. Так, Бир, привет. Твое сообщение отправлено на проверку. Это печально. Надеюсь, мата там нет. Кинь ссылку, а то в комментариях пишут про спам. Дальше. Завтра Mi 9 Lite выходит на Драконе 710. Круть путь. Привет. Про Redmi так не говорил. Привет, советуешь к покупке GTS? Давайте я все-таки о них расскажу, что я за это время выяснил. Я в них побегал, я купил, как вы видите, как вы заметили, к ним штатный ремешок MS-Fit с дырочками, кому нужно, ссылку я скину, там, либо в ВК, либо в комментариях пишите стандартно. Так вот, особенность вот этого ремешка, давайте поближе. Особенность ремешка в том, что он и правда меняет вообще ощущение от аппарата. Вроде бы все то же самое, но как-то он легче становится, проще. И бегать в них, смешно сказать, но реально удобнее. Так вот, GTS-ки на данный момент только китайские. На данный момент их можно купить только по предзаказу. У меня скинута ссылка под видосом на Gearbest, на котором я не очень люблю покупать, но на Алиэкспрессе все, что было в предзаказе, как я знаю, людям вообще отказали к продаже. А то, что висит сейчас на предзаказе, оно закрыто. Вот. По поводу GTS и GTR особенность. Первое, у них вообще одинаковые watchface практически. Если посмотреть в программе, watchface, что на GTS, что на GTR, почти одни и те же. Потом, что еще интересного по поводу GTS? Бегать в них удобно, функция Always on Display отсутствует на данный момент. Конечно же, мы надеемся, что она появится. Если на GTR-ках она появилась, здесь она появится тоже. Видел их в других роликах, уже после того, как свой выпустил, что они у, допустим, немцев, по-моему, на английском языке. Как это сделать, понятия не имею, но я думаю, постепенно прошивка точно появится и точно на нее можно будет накатать ее. Плюс умельцы, плюс что лучше GTS и GTR? Саша Тихонов, вот я о том и говорю, что нет, до 70 градусов, Ренат, он не нагревается, поэтому я и делаю этот стрим, чтобы в режиме реального времени вы все увидели, как эти аппараты работают, что с ними происходит. Вот я, допустим, в помещении, давайте ради интереса, я даже не тестил, найдет ли GPS в помещении данный девайс. Мне кажется, не найдет, но не должен найти. Может найти, в принципе, окно недалеко. И к чему это? К тому, что бегать в них очень удобно, но когда ты поворачиваешь руку, то, во-первых, после стратосов довольно маленькие цифры, в отличие от GTR, тех же маленькие цифры, то есть здесь экран больше. И активируется это дело не каждый раз. Плюс на воду это дело реагирует. Если вы посмотрите видео, я там не для своей радости добавил водички, просто был проливной дождь, и от проливного дождя они часы то пролистывались, то еще что-то с ними происходило. То есть с сенсором беда. Плюс вы видите 70 ударов в минуту он показывает. Все это из-за прошивки. Часы здесь, образно говоря, я уверен, что не виноваты. Но у Honor Band 5, допустим, такой беды нет, что он показывает пульс, если браслет не на руке. Так, давайте, поступательно. Вот сначала мы говорим с вами про эти часы, давайте так. Они самые интересные для меня лично и для большинства. Потом мы разговариваем про телефон, потом чуть-чуть про health, и потом опять с телефоном уже покажу, что с ним происходит. Так, на руке у меня Amazfit Bip Lite для того, чтобы рассказать вам, что GPS здесь нет. Да я понятия не имею, зачем я их взял. Ну, я знаю, зачем я их взял, потому что подписчики попросили. Но я не знаю, зачем я буду делать обзор. Потому что, да, хайп хороший. То есть все, кто делают сейчас обзоры на бипы, на которые я делал обзоры год назад, полтора. Ну, круто. Неплохой хайп. Но мне интересны новые девайсы. Я думаю, что моим подписчикам, основной массе, тоже интересны новые девайсы. Да, от воды первые Amazfit пролистывают. Что еще здесь интересного? В воде эти часики не тонут, это раз. То есть в начале ролика я специально их бросал в воду не потому, что хочется мне показать, что мне плевать на девайсы. В них и правда защита позволяет в них плавать. Плавать не только в бассейне по функциям, но и в открытой воде. Видите, GPS все-таки в помещении они не нашли. Вот, помимо всего этого, что еще можно добавить? Что по функциям вы можете увидеть все прекрасно в ролике. Пролистывает, ну, даже сейчас, давайте, чтобы вы не думали, что либо на прошлом стриме, который жутко лагал, либо еще где-то, я говорю, что они не подтормаживают, ну, не подтормаживают они. То есть, может быть, фризы где-то есть, но я, допустим, их не вижу. Вот сейчас при нормальном освещении вы видите, что на свайпы браслет реагирует более чем адекватно.
В программу они соединяются к программе MSFit, штатной нашей любимой. Вообще все просто. Со второго раза у меня соединились. Я сначала с первого раза, когда не соединились, подумал, ну вот, добавили иконку, а сами часы не соединить. Даже в Китае их довольно сложно купить, поэтому через, я думаю, месяцок они появятся в свободном доступе везде. Скажи, лагает телефон, если смотреть? Еще раз про телефон расскажу после GTS-ок. Дальше считаю, что GTS это в браслет в формате часов. Нет, Gorillaz, я просто пытаюсь адаптироваться к зрителям. Для меня это часы. То есть, что это часы, что это часы, что это часы, потому что когда вы говорите, что то же самое, что Montana, ну для меня все то же самое, что Montana. И опять же, я как человек, тестивший Apple Watch и Apple Watch 5, я тоже куплю для того, чтобы подло доказать, надеюсь, меня не заблочат, но они тоже ловят фризы, притом бодрые, и 4, и 3. Все, что у меня было в руках от Apple, фризы ловят. Вопрос в том, что спортивные часы, в принципе, даже MSFit, эти фризы ловят намного меньше и реже, особенно когда они в спортивных режимах. Они для спорта и существуют. Хотя, опять же, я кривлю душой, потому что по поводу спортивных режимов. Вот смотрите, очень большое количество моих знакомых покупают стратосы просто вот мужчины, потому что они красивые, раз, и потому что они подходят к большой руке. Вот почему покупают бипы? Потому что они подходят подросткам, потому что они подходят людям с узкой рукой. То есть, по большому счету, это аксессуар. Можно бегать без часов? Можно. Можно бегать без шорт для бега? Можно. Можно бегать без спортивной майки? Можно. Без шапки, футболки? Вообще можно. Хоть голым бегать. У меня был такой знакомый, который в одних трусах и зимой бегал. И ничего. Феникс, я очень плохо разбираюсь в фотоаппаратах, у меня D3120, и в перспективе, да, я собираюсь купить себе что-то для того, чтобы снимать обзоры, а так давайте не будем, скажем так. Я разбираюсь в том, каким образом снимают камеры. Вот сейчас мы плавно перейдем, когда к телефону, я как раз скажу свое мнение по поводу съемки. Когда мне многие пишут, что перекручивает цвета, тот же Redmi или Honor, который вы видите стрим, я могу сказать одно, товарищи, ну... Когда у вас будет что-то, что вы мне покажете, что вы вот разбираетесь в этом деле, тогда мы с вами поговорим, потому что то, что делает Яблоко с фотографиями и видео, я могу сказать, что оно тоже натуральные цвета не передает. Вот. Что еще? Привет, GTR и GTS, как можно открывать картинки? Нет, нельзя там открывать картинки вообще никак, шпаргалки здесь нереально делать, ни на GTS, ни GTR, ни на Healthy, только на Verge. Verge первых или вторых, на канале тоже есть. 9000 завышенная ли цена для GTS, и она оправдана. Для GTS 9000 рублей цена с очень большим перекрутом. Почему? Потому что на данный момент это то же самое, что GTR, вот GTR-ки. Только на GTR посмотрите, сколько они потратили, образно говоря, железа, и сколько они потратили железа на GTS. Ну, я считаю слезы. Вот по поводу яркости, сейчас я вам покажу соединю телефон с браслетом, и что мы с вами сделаем? Выберем какую-нибудь цветастую штуковину. Сейчас к Wi-Fi подключимся. Каких заставок у меня не было? Вот это, с покемончиками. Так, не хочет соединяться пока. Сейчас он соединится с Wi-Fi. Пересядешь с бипов? Да нет, конечно, не пересяду с бипов. С каких бипов? Я стратосы ношу вообще. Так что тут корректно спросить, пересяду ли я со стратосов, и я вам скажу, что, скорее всего, нет. Почему? Ну, потому что не совсем понимаю, что там с Wi-Fi случилось. Вот. Есть. Почему? Потому что стратосы мне больше нравятся, и мне нужно вешать на них нагрудный датчик. Я без нагрудного датчика, я слишком стар для всего этого, чтобы бегать и убивать свое сердце. Убивать почему? Потому что мы все лоси, мы все хотим бегать там 4.30, 4.20, но у меня для этого получается пульс более чем бодрый, а именно около 160 где-то. Вот. Пусть чуть-чуть будет Rockstrix у меня виден. Тихо. 5 секунд. Закажешь и сделаешь ли обзор на Halo GT 1 Pro? А я даже не знал, что они вышли. Дальше, привет, не подскажешь, что лучше Halo GT 1 или Havit i93? Смотрите на канале обзоры, я не буду вам отвечать, потому что и то, и другое по звуку неплохо, внешний вид, вопросы, габариты. Я хочу купить Nikon D3520, я видел, что он хороший для его цены. Он хороший. Дальше. Все-таки сейчас мы установим картиночку. И к чему я, кстати, 300 тысяч раз, кстати, простите. MSFit, вот этот вот
GTS. Почему я написал в названии, что он лучше, чем Apple Watch 4? Потому что здесь плотность пикселей выше. То есть объективно это абсолютно разные девайсы. Если это сделано дело для спорта, то те нет. Что еще интересного? Здесь прямо в программе можно повесить великолепно и прекрасно какую-то функцию на данную кнопку. Вот вам примерно, конечно же, через стрим вряд ли будет видно, но вот такая вот яркость. То есть реально часики выглядят прямо эпичнее некуда. И внешний вид 100 из 100, в моем понимании. Никаких больше, ну, понятно, там рамки, еще что-то, но ничего больше, тем более за эту цену, а я уверен, что он там 1008 будет стоить, лучшего не найти. Но про 1008 хочу сказать так. Когда-то, я 10 тысяч раз повторял это на стримах, эту историю. Так, 17 минут, не забываем прожать лайки, 146 человек, у нас даже 100 лайков нет, печаль. И не относитесь к этому как к чему? К тому, что я упрашиваю, потому что, товарищи, это мой канал, стримы я делаю исключительно по просьбам подписчиков, для того, чтобы отвечать на вопросы, плюс для того, чтобы разыгрывать между вами девайсы какие-то. А ваша благодарность простая, нажать вот эту кнопочку магическую и все. Те, кто нажали, вам спасибо. Кому не нравится стрим, можете дис ставить, что значит не судьба. Буду над этим работать, но те, кому что-то не нравится, пишите, пожалуйста, в комментариях, для того, чтобы я мог как-то где-то чем-то измениться. Пока подскажи Always On Display на GTR-ках. На GTR-ках есть, я их еще не обновлял для того, чтобы показать. Мне человек 20 уже написало, чтобы показать. Могу сейчас при вас обновить. Вот. Но у меня же китайская версия, поэтому я, по-моему, я слегка устану искать. Вот. Давайте посмотрим. У меня соединится сейчас GT. Так, здесь мы поменяли счастливые великолепную обои. По поводу Always On Display здесь их нет. Есть 15 секунд, есть оповещение, на звонок не ответить, микрофона нет, вибро ничего, вибро. Чтобы показать вам вибро, наверное, все-таки я покажу вибро. Потому что рядом стакан воды поставлю специально для этого. Могу даже в воду их, в принципе, закинуть, но лучше не стоит. Не потому что стрим, не хочу здесь воду разливать. Дальше Find Phone Ringtones, Find Watch. Ищем часы. Ну вот, не знаю, все-таки не видно. Вибрируют они. Надеюсь, чуть-чуть, но слышно. Когда на руке, разбудить они могут. Умного будильника на них пока нет. Давайте, если будут еще вопросы по GTS, разыгрывать ты будешь китайскую версию GTS? Я именно их и буду разыгрывать, нигель. Вот эти часики, которые у меня в руках. Я бегаю 1 километр за 5-6 минут, пульс 150-160. Это дело не в скорости, дело в том, что вы зря бегаете 150-160 на пульс, Андрей. Потому что если вы хотите трениться, нужно до 140 пульс держать. Лучше сделай сразу розыгрыш, а потом общайся с тем, кому действительно интересно. И что за игрушки? Про игрушки обязательно сделаю скоро стрим, не стрим точнее, а обзор. Это Xiaomi-шная радость, то есть начиная от Железного человека, и стоят они космос. Для чего я их купил? Потому что, во-первых, они мне нравятся, я их даже без канала бы покупал. Вот. А во-вторых, потому что это Xiaomi. Вот, наверное, кратко так. Половина из них есть на Алиэкспрессе, вторую половину практически все их я через друга покупал. Вот эти, допустим, две игрушки точно. Вышли они на 1000 дешевле, чем если покупал через Алиэкспресс, стоят они космос. Да, сегодня розыгрыш, в 19:30 мы будем разыгрывать Mi Band 4, больше на это отвечать не буду, пишите в комментах, кто спросит. И снова здравствуй, я тот самый человек, который по 10 раз спрашивал про наушники с хорошими бальсами. Пользуюсь Mi Band 3, не будя по утрам, у каких часов самая сильная вибрация, заранее спасибо. По мне у стратосов, но опять же это все относительно. Ссылка для розыгрыша не пускает. Соляви. Димыч, клево. Redmi AirDots брать на ваш страх риск, новости и обзоры. Вы можете посмотреть у меня на канале мое мнение по поводу этих гаджетов. Конкретно этих ушей, я к ним плохо отношусь. Лучше GT-шки, Halo GT, те же Xiaomi. Так, будешь заказывать новые Halo, пока не видел обзоров? Скорее всего, да, но пока они мне придут, вы уже увидите на них обзоры. Стоит ли покупать iPhone SE? Да. Давайте все-таки перейдем теперь плавно к вот этому великолепному телефону, конкретно Redmi Note 8 Pro.
По поводу всех вопросов из разряда «все говорят, что фотографии здесь просто топ», ты говоришь, что здесь видео топ, а фотографии не очень. У меня, повторяю еще 10-тысячный раз, что всего 3 девайса для того, чтобы я делал обзоры. Это iPhone 7 Plus, который довольно редко мне попадает в руки, потому что это телефон супруги. Второй телефон — это Huawei P20 Pro, практически основной мой телефон для обзоров. Третий, 4 девайса. Третий — это Redmi Note 7, который потом при оцифровке дает мне, дай бог, там секунд 8 от обзора. И четвертое — это Nikon D3120. Вот, это самый печальный телефон, но он у меня тоже, точнее не телефон, а самый печальный девайс, на котором можно делать обзоры, но он, если честно, самый стабильный. Вот, к чему я это все клоню? К тому, что вот этот телефон конкретно, Redmi 8 Pro, я подозреваю, что в восьмерке, восьмерке чуть-чуть проще камера, ладно, Redmi 8 Pro, с него снимать слоумошки, либо видосы просто великолепно удобно, мне лично, потому что когда я даже свой Huawei P20 Pro даю в чужие руки, получается просто мега шлак. Какие именно виды и как он снимает, вы можете посмотреть в конце обзора на вот эти вот часы. Каким образом? Там на последней минуте я вставил врезки всего, что я снимаю этот телефон, учитывая, что здесь прошивка пока сырая, учитывая, что на этом телефоне пока полностью отсутствует Gcam там, или еще какие-то фишки. То есть это вот сырой аппарат, и то я считаю, что он довольно достойно снимает. Лагает ли он при зарядке в Bluetooth наушниках при просмотре видео на YouTube? А как он может лагать? У него 8 гигабайт оперативы и нет, не лагает. Чем GTS принципиально лучше обычных бипов за 60 баксов? Экраном и все. Пульсомер тут чуть-чуть более хитрый, но вы сами видите, что он у воздуха считает. Вот и все. То есть экран, внешний вид ТЧК. Посоветуй лучший Powerbank до 1500 рублей в соотношении цена-качество. На канале есть обзор на Xiaomi, но на 20 тысяч махов можно и на 10 купить. Вот на 10 с беспроводной зарядкой. По-моему, в 1,5 можно уже купить. Интересный стрим. Спасибо, Ночной Волк. Подписка, ты не говоришь матом на видео. Юля, спасибо. Нет, я и в стримах не говорю матом. Если у меня появится канал с матом, я вас предупрежу, но мне кажется, что не появится, потому что смысла в этом не вижу. Это молодая аудитория. Я понимаю, что это хорошо, я понимаю, что это перспективно, но пока нет. Нет у меня на это сил и времени. Сегодня фокус не скачет. Евгений, это потому что кто-то из вас мне посоветовал поменять фон. Это раз. 2, я поменял вид, это сверху. И 3, я о пичных девайсах рассказываю. Было бы просто скотство с моей стороны рассказывать об этом вот. Ладно, по отдельности о чем-то, а тут вообще бы было печально. Так, Алекс Кот, ха-ха-ха, плюс, ничего не понял, отлично. Сырая прошивка в чем выражается? Во всем, во всем. То есть мало того, что я установил Play Market только после того, как мне товарищи с 4 PDA посоветовали, как это сделать. Кстати, можете посмотреть сейчас, как быстро загрузится PUBG, но, возможно, чуть-чуть будет подлагивать интернет. Потому что я сейчас на стриме вешу, соответственно, через инет, и абсолютно стопроцентно вероятно, что PUBG начнет обновляться через тот же Wi-Fi. Проверка обновлений? Нет. Вот как он быстро загружается. Наушники с микрофоном Honor FlyPods 3, когда в продаже? Виктор, вроде бы они по предзаказу уже есть, я их уже заказал, потом расскажу, что из этого вышло. В принципе, по мне довольно быстро загружается. Понятно, что это не игровой телефон, для меня это как камерафон, такой простенький камерафон. В какие-то моменты, особенно слоумошки, он снимает, по моему мнению, субъективному, намного лучше, чем Honor P20 Pro. Хотя, опять же, в моих планах купить Honor P30 Pro. 163 человека на стриме. Не забываем прожать лайк, если вам информация эта полезна. Я отвечаю на ваши вопросы. Вот, если отвечаю. Привет, спасибо за обзор. Вам спасибо, что смотрите. Что лучше, Amazfit GTS или Mi Band 4? GTS, потому что в GTS-ках и GTR есть GPS модуль. Для меня это однозначно. GTR или GTS? Я бы выбрал GTS. Хотя, по уму мне нужно сказать GTR, вы пойдете по моей ссылке, может быть, что-то купите, а на GTS-ке вряд ли. Нет, GTS. Почему? Потому что классные. Классные они. Только не китайские. Подождите, пока Global выйдет. Это мы, блогеры-мазохисты, покупаем товары для того, чтобы вам рассказывать о них, чтобы побыстрее, чтобы больше аудитория. Вот.
Не делайте этих ошибок. Айда взвод в блице, если играть будешь. Айда взвод. Окей. Но я вот так чуть-чуть побегаю, вы не против? Чтобы вы посмотрели, что... Почему не отвечаешь, когда розыгрыш? Only, потому что если вам нужен только розыгрыш, можете удалиться с этого канала. Он у меня так для проформы. В 19:30 я его проведу. Можете потом подойти и посмотреть записи в стриме, кто выиграл. ТЧК, еще раз напоминаю. Больше отвечать не буду. Евгений, спасибо, что напомнили. Пишите людям, товарищам, которые его очень ждут. GTS глобалка пока нет. Если есть такие различия с китайским, можно ли ее на нее русский язык на Mi Band? Скорее всего, можно будет накатить потом. Но GTS-ка... Не глобалка у меня Китай. Глобалка, по-моему, есть уже в продаже. Как отображается входящий звонок на GTS? Как тебе звук на Redmi Note 8 Pro? Так, чтобы на GTS показать вам входящий звонок, мне не получится сейчас. На Verge Lite можно смотреть картинки? Да. Не знаю, да, 99% что да. Вот, дальше. Сколько метров берет от телефона? Не пробовал, ничего страшного, Only. Redmi Note 8 Pro или Honor 9X? Скажи, что лучше, пожалуйста. Не скажу, потому что Honor 9X не смотрел, но про Honor очень много негативной информации в интернете. Стоит ли покупать Mi 9? Лорд, мне они не понравились. Вот, опять же, когда вы смотрите мои обзоры на телефоны, слава богу, сейчас... Я надеюсь, что сейчас смотрит основная масса моих подписчиков. Так вот, что я хочу вам сказать. Когда я делаю обзоры на телефоны, я всегда делаю сначала рассказываю хорошее, потом рассказываю плохое. И вы всегда ждите, когда я 10 фейлов выгружу, потому что я их обязательно выгружу. 10 Android будет на Redmi Note Pro? Думаю, да. А почему нет? Здорово. Привет, Брел. Дальше стоит с Asus Max Pro M1 переходить на этот аппарат. Я не смотрел характеристики Asus Max Pro M1. У Asus довольно неплохая техника, по моему мнению, не считая, опять же, их не особо эпичных этих экранов. Мне не нравится, как они делают размер экранов, не нравятся мне их рамки, но у каждого свое право, и каждый сам должен решать, с чем он конкретно хочет бегать, ходить или играть. А так железо и программная часть у них просто топовая, по мне. Как думаешь, Note 5 или Note 8 5 Pro получит ли Android 10? Если честно, мне кажется, это не особо и важно. Стоит ли брать Mi 9T? Да, если, смотря какой у вас телефон. Опять же, когда вы слушаете, смотрите или еще что-то делаете на YouTube, особенно популярных, либо не очень блогеров, и они вам начинают втирать, что что-то, вот именно слово «втирать», кстати, здесь корректно. Я понимаю, что оно абсолютно не литературное, но по-другому не скажешь. Так вот, когда вам начинают втирать эти гаврики о том, что вам срочно нужно перейти на какой-то другой телефон, нет. Если у вас есть Redmi Note 4, допустим, с 4 гигабайтами, вообще больше ничего, я считаю, не нужно. И вот эти все новомодные гаджеты, которые представлены на различного вида обзорах, это все то же самое, только чуть-чуть в других тапках. Ну, поменьше рамки, ну, поменьше они, может быть, греются, хотя чаще они греются больше. И все, по большому счету. Здесь меняется только камера. На камеру основной упор, об этом не один десяток честных блогеров рассказывал. Вот, так что, если у вас на данный момент есть какой-то девайс, который вас устраивает, то нечего нас слушать и нас смотреть. В этом-то и смысл, что мы пытаемся рассказать то, что вы хотите услышать. Вот, кратко. Покажи гифку, графу. Я не могу показать графу, с графой все good. Я не знаю. Ну, давайте вот так. Redmi Note 7 Pro получит Android 7? Думаю, да. Так, и не вижу никого, потому что все это через какое-то одно место у меня проходит. Так, теперь справа. Вот он. Вы уж простите. Видел, фризы зашли. Нет, это не фризы, это великолепный интернет, потому что я сейчас ем этим аппаратом как раз ресурсы интернета. Вот, поэтому мы сейчас его закроем. И все. Шах и мат. Дальше, может быть, еще поиграю для вас, но потом, попозже, окей? Как тебе звук на Redmi Note 8 Pro? Норм, Олег. Опять же, когда люди пишут, что он не особо эпичный, у него не очень такая супер колонка, конечно, если вы поставите JBL-ку полноразмерную, хотя бы там самую маленькую, она будет играть громче и мощнее, но лучшего звука, чем здесь, я не слышал. Я уверен, что есть какие-то LG-шки топовые, но у меня там Redmi Note 7 Pro,
Redmi Note 7, точнее, iPhone, Samsung, все, что вы видите на канале, все у меня было, вот это лучше всех играет. Иоанн в 19:30, и если вы только из-за розыгрыша здесь, лучше просто удалиться, потому что вероятность выиграть в нем высока, только если вы подписчик. Извини, пишу третий раз. Никита, не вижу. Повторите, пожалуйста. Пожалуйста, Watchface, покажи Watchface, который по умолчанию стоял на GTS-ке. Я не помню, какой он стоял на GTS-ке по умолчанию. Я могу вам показать вообще все, какие есть. А на стриме вы можете посмотреть, какой конкретно стоял по умолчанию. Дальше. Отваливается ли Mi Band 3 от iPhone 7, когда убираю Mi Fit из меню многозадачности? Это логично. В чем причина? Так и должно быть. Видел, FreeBuds 3 вышли? Да, и Газила, и уже заказал по предзаказу. Дорого очень. Очень дорого. Плакать охота. Надеюсь, мне их вышлют. Не вышлют, так соляви. Что лучше, Verge 2 или GTS? Денис, абсолютно разные аппараты. Посмотрите обзоры. У меня был обзор Verge 2 в сравнении с GTR. Это вот то же самое, что в сравнении с GTS. Они одинаковые, просто в разных корпусах. Стоит ли брать GTS или что получше посоветуешь? Все зависит от вашей цели и задач. Если вам нужны умные часы, у меня, допустим, TicWatch есть, на супруге я купил. Вот расскажу вам потом. Давайте все-таки постепенно я буду отвечать всем на вопросы. 161 лайк. Друзья, сидим на стриме, не забываем ставить лайки. Кому не жалко. Кому жалко, не ставьте. Кто хочет поставить диск, не забывайте написать в комментариях, почему. Вот картинки какие есть. Уже показывал на стриме, но все-таки. Я не помню, какая была в стоке. Сейчас попытаюсь вспомнить. Их было 3. И, по-моему, они все вшиты в телефон. Сейчас проверим. Ой, в этот браслет. Сейчас проверим. Там же можно и через сам браслет. Только единственное, не помню как. Но сейчас мы вспомним обязательно. Вот. Мозг. Мозг еще есть. Старый, но мозг. Вот одна, вот вторая и вот третья. То есть в стоке у него была вот эта. Хей! Ну, давайте чувачков поставим. А то вновь прибывшие не будут видеть все эпичности данного аппарата. Дальше. Чтобы не гробить сердце, нужно бегать на пульсе до 150. Нет, желательно до 140. Лучше вообще до 130. Ну, как антилопа от Xiaomi через время. Ярослав, логично, что я тестирую постоянно новые девайсы. Друг, которому я продал эти кроссы, все еще в них бегает. Так, кому впадло ставить лайк? Есть такие, ничего страшного в этом, не обязан никто ставить лайк. iPhone 11 Pro или Samsung Galaxy Note 10 Pro. Brawl, можете меня ненавидеть, но iPhone 11 Pro. Занимаюсь бегом по 15 км в день. Какие смарт-часы вы бы посоветовали? Amazfit Bip, либо лучше Stratos тогда с нагрудным датчиком в обалку. Дальше, как думаешь, сколько будет стоить Redmi Note? Не успел. Опять, когда Honor 7X глобалка, почему так долго выходит? Потому что у них печаль вообще по полной программе у бедных Honor'ов. Я их очень люблю, но перевыделывались. Смотрю, тебя 10К, скоро уже 100 будет. Красава. Спасибо, Ник, но это благодаря подписчикам, активным подписчикам, которым интересен мой контент и которые помогают мне становиться лучше. И здесь не громкие слова, я очень-очень сильно благодарен тем, кто меня постоянно смотрит, тем, кто дает критику разумную. Притом хейтеров особенно благодарю, потому что каждый раз, когда хейтеры придумывают что-то эпичное, у меня увеличивается количество подписчиков. Вот, спасибо. Спасибо всем. А стик из Китая заказывал? Да, Марат, можете скинуть мне в ВК, либо здесь я вам скину ссылку на него. Привет, скажи, актуально? Инфу про GTR добавили уже Always On Display. Фризы есть? Фризы как? Фризы никак, Always On Display добавлен. Телефон, браслет, часы у меня на китайском. Обновлять я их пока не обновлял. Они у меня здесь лежат для того, чтобы я сравнивал с GTS-ками чуть-чуть. Какими ТВС-ушами пользуешься сам? Олег Руско, у меня 300 с лишним обзоров на канале. Все они, наверное, штук 120 про наушники. Я постоянно какие-то тестю новые. Сейчас One More тестю. На данный момент печаль печалью, на печали погоняет. Это, опять же, мое субъективное мнение, хотя вряд ли кто-то его будет разделять. Вопрос жизни и смерти. Что купить? Global Honor 9X или глобальный Redmi Note 8 Pro или дешевый Meizu X, сэкономленные деньги купить геймпад? Redmi Note 8 Pro купи. Либо Honor 9X, но точно не Meizu X8. Redmi 4 актуально? Да, конечно, брал. Зачем? Вот говорю, часто очень люди спрашивают, что купить.
Купите максимально дешевый. Ну вот купите Redmi Note 7 на 4 гигабайта, только не на 3, потому что он лагает. Пересесть с Redmi Note 7 на Huawei P Smart Z нет. Думаю, нет. Максим Барков купил Redmi Enormous, работает. Что из часов Xiaomi посоветуешь на замену Mi Band 3? Mi Band 4 купите и все. Вот. Какие отличия Китая от глобалки? Deadshot, прошивка в первую очередь. Привет, на GTS есть микрофон? Антон, если вы посмотрите мой обзор, у меня есть обзор на этот аппарат, на этот аппарат, на этот аппарат, на этот аппарат, на этот аппарат. Вот конкретно на этот аппарат, конкретно там сказано, что микрофона и динамика здесь нет. ТЧК. Как думаешь, сколько будет стоить Note 8 Pro глобалка в России? Я видел, что вот этот телефон, который мне помогли купить за 21 тысячу, или за 20 где-то так, с 21 доставкой на Пандау вообще 33. Я чуть не умер. 8 гигабайт оперативы. Армен, хватит спамить, не знаю про кого ты. С какими проблемами можно столкнуться на китайской GTS? Зачем сдать глобала? С тем, что вы не сможете перепрошить его на глобальную прошивку. Вот и все. Антон, пожалуйста, считают ли Cadence MSFIT BIP? По-моему, нет. По-моему, нет. Думаю, купить Mi 9 Lite хороший вариант. Да, но уверен, что, кстати, на бипах есть какая-нибудь кастомная прошивка. Вот они, бипы обычные, кстати. Вот обычные бипы. Выпущу скоро, может быть, стрим, либо ролик сравнения всех бипов. Вот они, 4. Бип, 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 бип. Ну, бип. Все бип. В каком-то смысле. Понятно, что бип только один. А это Health, это бип Lite, а это GTS. Но все по форме как бип. Дальше, как думаешь, стоит ли брать MSFIT Verge? Ну, все зависит от целей и задач ваших, Игорь. Я 1000 раз повторяю, что смотрите, что вам нужно от часов-браслета, либо телефона, и потом уже решайте. В танках не тащит, 20 FPS, греется 50 градусов, позорище. Слезы рака на рукаве, это вы про что? Напишите конкретно, если вы про Redmi Note 8, я вам сейчас покажу, что он летает в танках. Привет, скажи свое мнение, Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 7 Pro? Конечно же, 8 Pro. Mi 9 SE или Galaxy A50? Mi 9 SE. Вот, жду такое сравнение с BIP. Окей. Stargate, повторите, пожалуйста, не успеваю читать всех. Redmi AirDots Norm TRVS, уши. Нет, посмотрите мои обзоры, Савелий. Будет ли видос на Samsung Note 10 Plus? Нет, я Samsung и же с ними фирму не буду трогать до момента, пока у меня не появится юридическая поддержка от YouTube. 1000 раз повторяю, потому что могут закрыть. Стоит ли менять BIP на GTS GTR? Если вам кажется, что может быть стоит. Дальше, привет, подскажи, пожалуйста, можно ли купить датчик пульса на Али, часы MSFIT Verge или MSFIT Stratos, увидят ли эти часы датчики? Да, возможно, но, Михаил, сколько раз я не покупал датчики пульса на Алиэкспрессе, к сожалению, все эти датчики мне не присылали. Вот могу вам скинуть в ВКонтакте скриншоты. А так народ покупает и по 1300, и по 1400 рублей. У меня Polar H10. В Питере купила супруга за 4800 с рук. А если Note 7, Note Plus 7 или iPhone 8, OnePlus 7 берите. Вот. Мое мнение. Закажи мне Mi Pad 4, please. Model Party, думал об этом сегодня, может, числа 20 закажу. Какие, по твоему мнению, кроссовки от Xiaomi лучшие, что побегать можно было бы, да и просто прогуляться? Есть топ-5 на канале, посмотрите, там выберите. 8 прокатни на максималках в замесах попадает 20 FPS и померяй потом температуру. Слезы рака. Мне вот интересно, а у вас что, телефон на руках? Просто я знаю человек, наверное, 10 максимум на YouTube, у кого есть Note 8 Pro на 8 гигабайт оперативки. Вы очень забавно утверждаете что-то, что является не факт, что фактом. Дальше GTS будут стоить 150 баксов. Может быть, давайте танки сейчас включу потихонечку. Вы мне объясните, каким образом здесь на максималке сделать, потому что он вроде бы у меня и так на максималках. Будем надеяться, что стрим не будет лагать. Если будет лагать стрим, вы уж простите, я это дело выключу. Сделаю специально для вас видос с его работой, вот этих танков, и все. Стоит ли брать GTR? Решайте сами, посмотрите обзор. Как тебе Oppo Reno 10X Zoom Edition? Oppo быстрый всегда, все остальное не скажу. Так, дальше. В сеттингах, да? Controls Graphics. Ну, везде high стоит, видите? То есть, единственная анизотропная фильтрация и флора низкая. Напишите, пожалуйста. По поводу розыгрыша ответьте человеку. Сколько часов экрана живет? 10 часов будет?
Ренат, я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Давайте вы спросите про конкретный гаджет. Здесь их очень много лежит. Можно ли добавить возможность менять кодеки в Bluetooth? Если нет, то по умолчанию в режиме разработчика попытка номер 5. Stargate нет. Через одну из программ, стоп, вру, Stargate есть программка, я не помню где, в комментариях, даже не найду на своем канале, мне советовал человек, плеер. Так вот, вот в этом плеере можно менять кодеки. Так, как твое ничего? Мистер Мэн, отлично. Я видел обзор, как падает на нем FPS. Слезы рака. Я могу вообще вам любой обзор запилить, особенно негативный. На негативный я мастер. И если вы посмотрите мой канал, то негатив — это мое второе имя, к сожалению. И опять же, вы не написали мне, какие мне настройки еще выставить. Вот, пожалуйста, вам телефон. Давайте, диктуйте, для того, чтобы мы вместе увидели, какие здесь фризы. То есть пока здесь везде стоит hide. И анизотропную фильтрацию я в принципе ставить не буду, потому что она лагает даже на суперкомпах. У меня супер ноутбук, я считаю. Вот, флору, low, ну давайте medium поставим. Темни есть, HD текстуры ставить не буду, HD музыка мне не нужна. Кстати, ее отключу, потому что мы все равно без музыки. Тени есть и все. Устроит вас такое или нет? Напишите. Сделай тест игр на телефоне, что я сейчас и делаю. Так, не забываем, 182 человека, не забываем прожать лайки, кому обзор кажется полезен, стрим, скорее это больше стрим, чем обзор. GTS или BIP для бега, что лучше? Что за стилус? Влад, в ВК напишите, я вам скину ссылку. Это с одной стороны стилус, с другой стороны ручка. Юзаю и не потерял уже недели 3. Для меня это редкость, наверное, потому что денег жалко. И плюс он мне нужен для обзоров. Model SPS Pro. Окей, я вместо экрана отражения лампы вижу. Ну, она сейчас пропадет. Вот так. Вот так сейчас видите? Давайте ближе, максималка. Максималочка. Ей! Экран видите? Ну, тут будет уже подлагивать стрим. Вот так. Устраивает? Друзья, пишем. Люди танки на Mediatek не всегда оптимизируют. Игорь, окей. Растительность. Что с растительностью? Я не буду ее по максимуму ставить. Или вы мне покажете человека, который на обзоре поставил максимальную растительность на каком-то телефоне? Да, устраивает. Нам до танков пофиг. Отлично. Ну давайте хайт растительность вообще поставлю, чтобы он просто умер, бедный. Потому что я говорю, у меня ноутбук помрет с такими настройками. Он сейчас будет закачивать 262 мегабайта для текстур, поэтому сидите и ждите, как стрим будет лагать. Левел возьми 7-8. Чего левел? Как левел чего? То есть мне еще сейчас прокачаться в танках, чтобы показать вам, что они начнут лагать на 8-7 или на каком 20-м, может 50 уровень. Слезы рака. Вы случаем не разработчик танков, в которые я не играю? Норм, так что для бега? Все для бега. Только единственное, ни на что из этого нельзя повесить нагрудные датчики. Слезы рака на рукаве, да. Вы разработчик? Спасибо за ответ, все же хочется именно часы с хорошим функционалом. Максим, это спортивные часы в первую очередь. Что посоветуешь альтернативе Note 8 Pro? Слышал про новинку Realme. Сергей, я пока про нее прочитал, и ничего хорошего не прочитал, если честно. Претензии рака, тлен на стареньком покафоне, и то все летает на максималках. Зло абсолютно. Но тут дело в том, что, может быть, он в чем-то прав. В чем конкретно, я сейчас объясню. Дело в том, что покафон не всегда выдает меньше. 8128 у меня. Алмастиел. Картинка на 8 лучше, чем на 7. Олег, по моему мнению, нет. То есть границы меньше. Давайте. Пока у меня еще не сел стрим. Подбородок меньше. Подбородок здесь. Извините. Вот, подбородок значительно меньше. Верхняя штучка тоже меньше. То есть здесь капля. Это просто танки так развернуто. А картинка по мне одинаковая. Вот так. Лаги. Тогда отключаю этот эпичный наш баттл. Короче, как-нибудь сделаю стрим с танками. Я могу отключить просто Wi-Fi. Давайте потихонечку, пусть он на интернете у нас закачает. Может быть, на интернете закачает на обычный. И тогда все будет хорошо. Так, пока удачного стрима. Спасибо, Марат. Как стрим лагает. Стрим лагает, потому что я пытался танки закачать. Я это больше делать не буду. Вы уж простите. Дальше купил Redmi Note 7 месяц назад. Что теперь делать? Ничего, ходите с ним. Зачем вам что-то другое?
Я говорю, вот эти все топовые телефоны, либо ты, как бы, если для статуса, то покупать iPhone за сотку, каждый раз новый. Если для игрушек, то раскошелиться и тот же покафон купить. Либо OnePlus 7, либо уже, если у вас совсем много денег, то ROG стриковский и т.д. и т.п. Дальше, точнее, азусовский. Что лучше, Redmi Note 8 Pro или Note 8? Pro, конечно. Note 8 вообще бессмысленно покупать. Надо 7 тогда покупать. Какой прошивкой на Note 7 пользуешься? Какая там стояла, то и пользуешь. Можно ли дополнительными программами улучшить качество звука на ТВС наушниках? Stargate иногда да. Плееры нужно подбирать. Когда менять Redmi Note 7 на Новый год? Через года 3-4? 2. Так. Думаешь, сколько будет менять дисплей на iPhone X? Сколько будет менять? Я не понимаю вопроса. Андрей, привет. Дальше. У тебя сколько живут Mi Band 4 и можно с ними спать? Егорка, если вы посмотрите плотность моих обзоров, особенно на носимые девайсы, вы поймете, что вот я тестил Mi Band 4 и больше не тестю его. У меня нет на это времени. Есть в мире хорошие защитные телефоны? Есть, но они не хорошие. Мое мнение. Есть ли смысл, в вашем понимании, 99%, есть ли смысл брать Amazfit GTS сейчас, в ближайшие месяцы, или будет что-то лучше, BIP 2 или что-то еще? Дмитрий, не верю, что выйдет что-то лучше. На что поменять Mi 9? Ни на что, он практически новый телефон, Леонид. Спектр, ты знаешь, сколько будет менять дисплей iPhone X? Сколько будет стоить, что ли? Смотря в каком городе. Спасибо за ответ, но все же хочется именно часы с хорошим функционалом. Ясно. Подбираю ТВС наушники, есть смартфон, только с Bluetooth 4.2 хотелось бы хороший звук или листать треки, что можешь посоветовать? Поменять телефон, вы уж простите. Так, посмотрите на обзоре. Розыгрыш был? Нет, в 19:30. Он про цену замены дисплея. Так, мистер, а при чем здесь я и цена замены дисплея? В жопу раз или вилкой в глаз? Александр, я сейчас пока просто удалю ваши комментарии, а в следующий раз я вас просто заблокирую. Вот. Наушники с микрофоном FlyPods 3. Подскажите, где предзаказ делали? На Алиэкспрессе, Виктор. Ulefone Power 5s хороший аппарат, не знаешь? Понятия не имею. Перегревается Note 7 на зарядке при любых играх. Да, вообще Note 7 просто нет, он просто печаль, мое мнение. У меня есть 10 фейлов его, Виктор. Ну, может быть, у вас и правда брак. Хотя я сомневаюсь. Что лучше, Redmi Note 8 Pro или Honor 9X, Realme 5 и i5 Pro? Не знаю. Скорее всего, я считаю, что 8 Pro, по моим данным, опять же. Не забываем проставить лайки, 159 человек. Думаю, что есть кто-то новенький, если полезен стрим, если вам отвечаю. Вилкой в глаз или вилкой в глаз? Вот так можно, мистер Мэн. Подскажи, часы с FPS или Always On Display, желательно круглые. GTR-ки. Вот, Amazfit GTR, вроде бы уже появился Always On Display. И опять про вопрос про ТВС уши. Можно улучшить качество микрофона доп. Программами? Нет. Есть смысл брать Funkel W1, если есть что-то понадежнее и примерно такой же цене? Думаю, нет, Мегамен. Сорян, шуточка была, ничего страшного. Стрим очень полезный, просто на грани шутка. Стоит ли брать Redmi AirDots наушники? У меня есть обзоры, посмотрите. Я считаю, что нет. Сколько в Российской Федерации будет Note 8 Pro стоить примерно? Что-то я разошелся. Я думаю, 1027. Так вот, Redmi Note 8 Pro по поводу обзора. Давайте все-таки я его дополню для тех, кто интересуется данным аппаратом. Что я не сказал? Я сказал практически все, но довольно быстро. Но основное вы поняли, что по поводу камеры, он не игровой, несмотря на то, что сейчас у меня был легкий спор с товарищем, что он лагает. Я уверен, что в определенных условиях он лагает. Но не забывайте, что этот аппарат конкретно у меня в руках на 8 гигабайт оперативки. Те, у кого есть компьютер, понимают, каким образом система может подсасывать то, что ей не хватает из оперативы. Вот, Nigel Note 7 Pro. Запусти Always On Display на GTR. Нет, не запущу, потому что мне нужно для этого их обновить, соединить и т.д. и т.п. Короче, в следующий раз они будут обновлены. Сейчас на стриме я это делать не буду. Я даже не помню, какому телефону. Они у меня посажены на P20 Pro, который сейчас здесь висит наверху. Так что, вы уж простите. Стрим подлагивает. Сейчас разберусь, в чем причина. 5 секунд. Вообще это возможно еще потому, что садится телефон. Да, вполне возможно из-за того, что подсадится телефон. Сейчас я его подключу. Для зарядки использую мой любимый Note 7. Кстати, напишите мне сразу же, слишком сильно ли поменялось качество звука или нет. Я стану говорить погромче, потому что у меня нет разветвителя, про который мне сказали заказать. Я его заказал, но он пока не пришел на Type-C-шный вход.
Так, будем надеяться, что эта вся конструкция не упадет. И... Так, 334. И... Вроде терпимо. Как слышно? 334. Так, есть. Зарядка пошла. Лагов должно быть меньше, но тишина должна быть больше. А когда будешь розыгрыш GTS? Как только будет 5000 лайков у ролика, будет розыгрыш. А на 30-40% звук стал. Stargate, вы уж простите, потому что отключился микрофончик. Плохо слышно. Ну уж соляви. Gorillaz нет. Норм. Звук ужас. Ничего не слышно. Какие бы Bluetooth наушники вы бы посоветовали до 3000 рублей? Стоит ли покупать Redmi Note 8? У Funkel W1 много брака? Да, вроде бы много. Звук хуже. Сет, я знаю, что хуже, я ничего с этим сделать не смогу сейчас. Телефон разрядился. Зарядится чуть-чуть, я поменяю опять на микрофон. BIP 2, как думаешь, когда выйдет? Думаю, не выйдет в ближайшие полгода, это точно. Пользуешься жестами на телефонах? Нет. Redmi Note 7 лучший смартфон за свои деньги? Нет. Наверное, нет, уже 8 лучший. Обычный. Стоит покупать Redmi Note или обычную восьмерку вместо 4X? Pro точно. Восьмерка от семерки сильно не отличается. Хорошая альтернатива Note 8 Pro, по твоему мнению, и хорошего стрима. Спасибо большое. Note 8 Pro альтернатива сейчас это Mi 9T, наверное. Хотя цена примерно одинаковая, если в топе брать восьмерку. Почему Note 7 Pro лучше 8? Я не говорю, что Note 7 Pro лучше 8, я говорю, что Note 7 то же самое, что 8 практически. Про Pro я ничего не говорил. Стрим все равно лагает. Буду искать причину, 5 секунд. Пока я не совсем понимаю, в чем причина, но попробуем сейчас это дело исправить. Это отключено, это отключено. Так, третий телефон у меня здесь. 5 секунд. Нет, не понимаю почему. Лагает стрим или нет, или просто звук плохой. Сколько будет стоить 8 Pro? Сейчас на Pandao вот такой телефон полной комплектации 33. Думаю, упадет до 25 где-то. Дружище, еще раз вопрос про часы с NFC и Always on Display. В GTR вроде нет NFC. Да, в GTR нет NFC у Huawei и у Samsung есть часики с работающим NFC и функцией Always on Display, притом довольно экономный. Иногда лагает, не лагает. Окей. С компа стрим идет норм, не болтайте. Ну, значит, плохой у вас интернет. Насколько Redmi Note 7 от Redmi Note 8 Pro разница велика? Если вам нужна камера, да, велика. Вопрос по беспроводным пауэрбэнкам. Каким пользуешься и что советуешь из того, что прошло через руки? У меня два их. Один я сейчас показал на стриме, чем я сейчас подключил телефон. К чему? Это в первую очередь Xiaomi-шных два блока питания. Их можно купить на сейле. При помощи одного можно большого, который на 20 махов, заряжать ультрабуки некоторые. При помощи второго у него есть функция беспроводной зарядки, я его использую, соответственно, для того, чтобы проверять, есть ли в девайсе беспроводная зарядка или нет для стримов. В GTR сильно ли вибро дребезжит? Сильнее, чем в GTS-ках. Незначительно, но тяжелее. В смысле 25, в Китае же всего 13. Кирпич. У них несколько модификаций. Посмотрите мой стрим на GTS, на Note 8 Pro. У меня 8 гигабайт оперативы. Вы можете купить, по-моему, на 6 гигабайт оперативы или на 4 даже. 464. У меня 8128. Вот этот 8128 на Pandao 33 куска. Тысячи. В Китае 13 стоит, это самая низкая комплектация. Я вообще все-таки сейчас из тех людей, которые считают, что лучше купить телефон дешевле, но в полном фарше, чем дороже, но какая-нибудь версия там Super Light с минимальным количеством оперативы. Армен, у вас может лагать не... У вас мегабит, скорее всего, а не мегабайт, во-первых. Во-вторых, у вас может лагать сама программа. Лучше беспроводные наушники до 3000, по твоему мнению. У меня есть топ-10 на канале до $20 и до 50. Посмотрите, как раз у вас будет ответ на ваш вопрос. Сделай обзор на Lenovo Z6 на снапе. На Lenovo делать слезы рака не буду. По какой причине? Потому что они мало кому нужны. Вы видите, что Note 8 Pro у меня не особо зашел зрителю. Вот представляете, я там потратил месяц с копейками, чтобы там плюс 20 с лишним тысяч рублей, чтобы купить этот телефон и о нем рассказать. Меня посмотрело 10 тысяч человек. Я трачу 1000 рублей на Redmi Note, ну там на какой-нибудь Redmi Note 7.
и у меня смотрит 100 тысяч человек. Вопрос дня, на что я буду делать обзор, на телефон за 20 тысяч или за 10? Я думаю, вы сами за меня ответите, не говоря о том, что на телефон за 10 тысяч даже я могу купить 3 пары наушников, и меня посмотрит намного больше людей, чем когда я делаю обзор на Redmi Note 8. Вот. Добрый вечер. Часы с максимально точным GPS для бега, включая большую тройку, в сумму до 20 тысяч рублей. Не устраивает, как бип считает, постоянно мимо тропинок строит, видимо, редко опрашивает GPS-датчик. Стратосы купите. Amazfit Stratos, либо вот вторые Стратосы, подождите. Кирпич, я вас сейчас просто забаню и все. Если вы еще раз будете писать по 300 сообщений. Последний раз предупреждаю. Стоит примерно 15 тысяч. Я не знаю, кирпич. Вот будет на Алиэкспрессе, сможете его заказать. Надо флут отключить, если пишут хотя бы раз в 15 секунд. Но это последнее предупреждение. Следующий, кто отправит больше 3 сообщений, полетит в бан на канале и все. Стоит брать Mi Band 4 или нет? Стоит, если у вас не было до этого времени браслета. Взял Note 7 428 за 11600. Нормальная цена, более чем адекватная, очень выгодно. Хочу Xiaomi. Какую модель сотового посоветуете? Redmi Note 8 Pro. Вот, пожалуйста. Закажи, пожалуйста, часы L7 Green Tiger. Они $30 стоят. Скиньте мне в ВКонтакте ссылку и обязательно попробую заказать. Как думаешь, в Amazfit GTS сделают функцию для подключения внешнего пульсомера? Не верю, Николай, что сделают. Санек, приветики. Xiaomi Redmi Note 8 Pro сейчас или дождаться глобальную версию? Глобалку ждите. Отпечатков Note 8 нету. Как-то нету. Вот он. При помощи отпечатка, либо при помощи Face ID. Там экран 120 Гц Lenovo Z6. Всем зайдет. Да, обязательно. Слезы рака. Конечно же, Lenovo зайдет. Да, подлагивает. Вадим Скузи. Когда будет розыгрыш GTS? Как только 5000 лайков у ролика будет, вы читайте описание, либо слушайте ролик хотя бы. Что лучше по звуку и низким частотам, Redmi AirDots или Xiaomi QCY T3? Если вы обратите внимание на мой обзор, вот что меня больше всего убивает, что зрители в принципе не смотрят обзоры до того, как спрашивать вопросы. Мое мнение негативно, что о других наушниках, поэтому отвечать я не буду. То, что сделали с T3, мне кажется, это вообще позорище, потому что это не гибриды, это мазохизм. Стоит брать Mi 9T Pro? Не знаю, Mi 9 мне не особо понравился. Стоит покупать часы для бега и какие? Бегаем в одиночку или вступать в какой-нибудь клуб? Похудеть, накачать ноги или что-то еще? Реально спрашиваю как профессионал. Профессионала, а то я дурачок. Нет, я не профессионал, но как любитель я вам советую войти в клуб для того, чтобы ваши тренировки были системные. Где ридер от Xiaomi? Я не понял, что за ридер. Действительно ли 8 Pro идет в разогрев CPU выше 70 градусов при нагрузке и выше 60 градусов в повседневной работе? Андрей, у меня есть целый стрим трехчасовой на этот аппарат с его тестами, с его краш-тестами Вантуту. Давайте, ладно, вот у меня уже было это дело, ничего сложного в том, чтобы я опять начал заниматься этим мазохизмом, так как у меня уже был стрим длинный-длинный на эти стрессы. Да, он лагает, да, у него есть тротлинг, но вот тест начался 15 минут. Я разверну для того, чтобы не засвечивался стрим. А так, через 3, получается 45 минут подождем. Сначала разок мы его прокачаем, потом второй, потом третий. Вы увидите, сколько градусов, потому что у меня есть тестер. Если вы не понимаете, я просто обожаю хейтить девайсы, но его я, в принципе, стримом хейтил 28. Мои ставки выше 35 не будет. Ой, точнее 35, а 42. Потом покажу поближе. Надо наклеить, давайте кластер наклеим, и через него будем потом мерить температуру. Дальше ходит легенда, что на Note 8 Pro сильно греется на китайской прошивке от завода. Вот у меня китайская прошивка от завода, проверим. Это Базеус. Скиньте мне в ВК вопрос, я вам скину ссылку, либо в коммент в описании. Привет. Так, привет. Случайно не в курсе про Mi 9 Pro? Не тестил. Корпус то же самое будет. Подойдет ли чехол от обычного? Не знаю. Димон, салют, что работаю в магазине Xiaomi. Димон, очень круто, что вы работаете в магазине Xiaomi. Детские смарт-часы для школьника. Думаю, это либо эти Lemfo за 1800 мне скоро придут, расскажу, либо что-то вот подобное. Так, давайте вот так сделаем. Не уверен, что будет лучше, но будет примерно реально. Будем здесь мерить температуру 34 и здесь.
А здесь даже меньше показывают. Ну ладно, справимся. Почему пластырь? Для того, чтобы температуру лучше померить. Но мне кажется, что нужно здесь эту изоленту, но не знаю пока где взять. Короче, примерно увидим. На 20 градусов он точно не ошибется, даже если в зеркальной поверхности. Mi Band 4 стоит своих денег или они нужны вообще? Все зависит от того, как вы относитесь к девайсам и зачем они вам нужны. Если вы сами не можете ответить на этот вопрос, как я вам отвечу? Если вы его себе задаете, нужен ли он, то ответ простой – нет. Дальше приклей на место аккумулятора сильно, вот здесь больше всего греется, на процессоре, здесь вообще не греется. Здесь посмотрите, если там уже 35, здесь у нас 28, то есть бесперспективняк. В моей стране Redmi AirDots стоит в районе 25 баксов, а с Китая, боюсь, заказывать что-то дорогое, мало ли не дойдет. Интересно ваше мнение об этом. У меня есть стрим по поводу того, каким образом покупать на AliExpress и как возвращать деньги. Я считаю, что это абсолютно адекватное решение. Сделай обзор на новый флагман Meizu. Позитивный смайлик. У меня-то на Xiaomi флагман, который вроде бы популярен, не особо все зашло. Если зайдет, то тогда сделаю. Так, Redmi Note 8 Pro оставишь себе? Armen, скорее всего, нет, я продам для того, чтобы купить какой-нибудь другой телефон. Сильно ли будет деградировать аккум от температуры? Думаю, сильно. Но обычно люди, которые покупают данные телефоны, они юзают их максимум 1,5. Вот. Гикам не будет на МТК. ГКам не будет на МТК. Посмотрим. Redmi Note 8 Pro в PUBG поддерживает экстремально на низкой графике. Я не понимаю, в чем вопрос, но не знаю. Так, сними обзор на новую фишку Али. Бесплатный возврат. Сэм, Семен, я не возвращаю товары, поэтому смысл... Я понимаю, о чем вы, попробую. Айлаги. Скузи. Сейчас разберемся, в чем проблема. 15 секунд. Может быть, дело в фокусе, то, что он прыгает? Думаю, сейчас пропадет. Когда розыгрыш? В 19:30, повторяю, последний раз. 164 человека на канале. Не забываем прожать лайк. Может, до 300 доберемся, потому что все-таки девайсы сегодня у нас на обзоре интересные. Хотя на них у меня и были уже... Не на обзоре, на стриме. Хотя у меня уже были на них обзоры. Вообще, чуть с опозданием стрим идет. А так всегда обычно задержка. Нет лагов. Что скажешь про Note 8 Pro или Mi 9 SE? Pro в максималке... хотя нет, Mi 9... Но SE я не знаю. Если бы между Mi 9 и 8 Pro, я бы Mi 9 выбрал, конечно. Amazfit Bip 2, как думаешь, когда выйдет? Не раньше, чем через полгода. Будешь ли покупать iPhone 11 на обзор? Александр, скорее всего, я буду просто его жене покупать. Но не сейчас, а ближе к ноябрю, когда хотя бы он там станет... Ну, не знаю, может и сейчас, посмотрим. Не знаю пока. Дальше. Есть еще какие-нибудь вопросы или все? All Talk. Кстати, посмотрим, что у нас тут. 30% уже. Давайте посмотрю, что за старые. Будут ли кроссы новые от Xiaomi? Да, я заказал, еще пара 4, наверное, новые идут. Redmi Note 8 Pro или Mi 9 выбираю? Я думаю, Mi 9 можно, обычно если. Но надо смотреть тесты. Но мне Mi 9 в стоковой прошивке не очень понравился, но по сравнению с ним при одной цене, конечно, лучше это дело. Во, часики советуют мне побегать. Как думаешь, исправят ли косяки с тротлингом и другое в глобалке Redmi Note 8 Pro? Нет, конечно, Андреевна. 100% нет. Где обзоры на электронную книгу Redmi? Санек ее толком не купить, и у них большие проблемы. Звуковые помехи на этот раз сейчас не Звуковые помехи, но на это сейчас не повлиять. Хватит клянчить лайки. Александр Черный. Магия в том, что вы можете просто не смотреть мой стрим. То есть этот стрим в первую очередь для подписчиков, которые задают мне какие-либо вопросы для обратной связи. А не для пришлых. Вот. Рад, если вы смотрите, но критиковать можете меня в личку, либо в Facebook, либо ВКонтакт, либо в комментах. Но не забивайте, пожалуйста, ленту. Циферблат настраиваем в GTS интересен. Есть ли в нем толк или он как обычный циферблат? Да есть. Зло абсолютно. Если у вас не было умных часов, посмотрите обзоры, мои или еще чужие, на Стратосы. Они есть очень подробные с тем, каким образом на циферблате и что можно установить. Довольно удобная штука.
Но опять же, это для гиков. То есть, допустим, вот откровенно говоря, я никогда не настраивал вообще себе ничего. То есть, зачем мне часы? Для того, чтобы бегать, ТЧК, время смотреть, ТЧК. Может быть, если у меня телефон нельзя доставать, чтобы посмотреть, что мне звонят и кто звонит, там, посмотрел, забыл. И плюс еще хелфы я использую. Почему они здесь вообще лежат? Чтобы напомнить всем, что хотя я их захейтил, я их довольно много ношу. Они великолепно считают сон. Для меня это более чем важно, потому что я сплю довольно мало. Вот. Кратко так. Когда выходили FlyPods 3, я что-то пропустил. Вышли, но их пока толком не продают. Стоит покупать Amazfit Bip или они уже устарели? Нет, купи-продай, пока у них нет никаких аналогов за ту же цену. Не думал показывать стабилизацию камеры или вообще в целом детально камеру в обзорах. Терем ок, я вам расскажу страшную тайну. Если вы делали когда-нибудь обзоры и занимались рендерингом вообще, то вот все, что вы туда вставите, раз Tube, если это слишком плохое будет качество, Tube будет категорировать как плохая запись. То есть ваш пример, Сергей, вам привет. Вот, ваш пример будет негативно сказываться, во-первых, на вашем обзоре, во-вторых, всегда есть соблазн это видео улучшить или ухудшить. И, проще говоря, все это относительно. То есть те люди, которые меня смотрят, они либо могут доверять моему мнению, либо нет. Допустим, опять же, про Redmi Note 8 Pro у меня есть пример работы камеры в конце обзора на вот эти вот часы Amazfit GTS. То есть 1 минуты, я думаю, вам будет достаточно для того, чтобы понять, реально ли снимать с него хорошо или нет. Для профессионалов, возможно, покажется плохой картинкой. Для меня показалось хорошей. ТЧК. Отдельно вставлять это дело в каком-то обзоре на телефон я смысла не вижу, потому что все это относительно. Вот, блин, относительно. Почему Redmi Note 5 уже 1 год и 6 месяцев, довольно пока проблем нет. Круть. Сделает ли Xiaomi нормальные не вакуумные беспроводные наушники? Сейчас пользуюсь Huawei FreeBuds 2 Pro. На улице очень часто звуковые обрубы из-за помех. Дмитрий, вполне возможно, это из-за телефона. Я вас очень сильно расстроен, но такое тоже бывает. У меня есть наушники, которые великолепно работают с Huawei P20 Pro, который у меня наверху, а есть те, которые великолепно работают с Redmi Note 7. И все, вот я пробую на разных девайсах и смотрю, как они лагают или нет, соответственно, потом в обзорах говорю. Притом это бред. Этот телефон стоит 10, тот стоит 40. Вопрос на тему Adidas Ultra Boost, что скажешь? Есть деньги, берите, бегайте. Спасибо, Александр. На каком телефоне идет стрим и через какую программу? Идет просто тупо через YouTube, стрим, не знаю, как просто включение стрима. А стримить я не умею, как вы заметили. Где купить Amazfit GTS? По ссылке в описании есть на Gearbest возможность подождать появления. Можете написать мне в личку, я дам контакт человека, который мне покупал. Не факт, что выйдет дешевле, но то, что выйдет быстрее, это точно. И еще что? И где еще купить? И нигде, пока ждать. Подари мне, пожалуйста, этот телефон. Да, смешно. Дальше ставим смайлики. Спасибо. Зарядка от GTR пойдет на GTS? Нет, абсолютно разные зарядки здесь. Здесь вот на GTS-ку. Зарядочка кругленькая такая, платформа. Я показывал на стриме. 57 минут позора у меня стрим. Почему позора? Потому что я забыл включить Wi-Fi-овский интернет, и там вообще все жестко лагало, кроме звука. Вот. А вот эта платформа, как на бипах, для Amazfit Health. Вот. То же самое, ничего эпичного, все стандартно. Нет, это для Amazfit Bip. В общем, для Amazfit Bip и Health вот с такой, Amazfit GTS и GTR вот с такой, магнитной, обычной, без всякой фиксации. Дальше, разыграй Redmi Note 8 Pro мне. Да, смешно. Армен Лак, уже заметил сам, простите. Стоит ли покупать Mi 9 как для съемки? Возможно. GTR лимит-версия для вашего рынка будет? Возможно. Скорее всего, да. Но не лимит-версия. Dальше. Ответь выше про наушники. Повторите, пожалуйста, стоит ли покупать Mi 9 как для съемки? Нет. Лучше Apple 7 версии купите. Нормальный стрим был, вы только осваиваете эту нишу. Хорошо, спасибо, зло, но я не только осваиваю эту нишу, это, наверное, мой уже 15-й стрим, но, во всяком случае, по сравнению с теми, что было, это более-менее еще. Вот такой, кстати, чехол на Redmi Note 8 Pro.
74% уже. И на 74% сейчас посмотрим, сколько температура. 39,7 с ракет уже. Хорошо через пластырь показывает. 40,7 градусов, все видят, да? А если не через пластырь, то всего... Ага, да, пластырь даже меньше делает, 43 градуса. Но до 70 я точно не доведу, я не знаю. У меня в прошлый раз получается, на стриме мы разогрели его до 46, но он, правда, не лежал. Давайте его поставим, потому что это уж совсем агрессивно с нашей стороны. Дальше, какой тип ремешка посоветуешь на Mi Band 4? Да, обычный, стоковый. Дальше, на какой телефон лучше сменить Pocophone F1? Ни на какой, пока ходите с ним. Бери 9T. Какие часы на вашей руке? Это Amazfit Bip Lite. Я их тестирую просто перед тем, как сделать на них обзор. Сколько уже носишь Amazfit Bip и расскажи о минусах, пожалуйста. Добра и здоровья тебе и своей семье. Купи-продай. У меня несколько обзоров на Amazfit Bip. Пользуюсь периодически ими больше года. В основном я пользуюсь Amazfit Stratos. Посмотрите, пожалуйста. И все ответы там. Реально свечи сдувают динамик на Redmi 8 Pro. Не пробовал, но динамик лютый. Просто лютый. На днях должны представить Corset Prime. Типа как огонь часы будут. Ну посмотрим. Потому что про TicWatch мне то же самое говорили. Когда говорили, польза, купи TicWatch. Они просто супер. А в итоге нет, они не супер. Я расскажу про них. Они неплохие, но ничего там супер даже близко нет. Дальше, стоит ли брать Amazfit Verge? Если не спортсмены, нужно только уведомления и звонки. Так как телефон всегда на вибро и часто пропускаю звонки. Вот тогда вот Verge точно нужен не для спортсменов. Берите Verge либо Verge 2. Nexa по-другому называется, на канале есть. Давай эксперимент со свечой и динамиком. Мне негде взять свечу сейчас. Привет, только пришел, подскажи, что лучше по отношению цена-качество Redmi X7 или 8? Если в минималках Redmi X7 и Redmi 8, наверное, Redmi X8. Потому что он всего 13, а Redmi X7 тоже там 10. Ссылка на подставку можно, это подставка с IKEA. Я не помню, здесь не написано, по-моему. Нет, вот, IKEA. Там она рублей 200, что ли. А вот эта подставка шла в комплекте с геймпадом. А еще какая подставка, я не знаю. Если вы про подставку на часы, вы ее не видите. Пришло время сменить Havit G1. Что посоветуешь? Выбор FlyPods, Wiser TP1. Плюс-минус первая, вторая версия. В Havit не очень нравится звук в сложных композициях для подкастов и повседневной попсы норм. Я не думаю, что если вам Havit Wiser TP1 немногим лучше, вам нужно сначала послушать музыку. У Havit ужасная, хотя мне и звук там не особо понравился. Возьмите лучше Honor. Если я поставил фотку не свою, космический корабль из сериала, то больше шансов выиграть Mi Band 4. Думаю, не знаю. Это у YouTube надо спросить. Можешь достать Redmi Note 7 индийскую версию? Зачем? Model Party. У меня есть Redmi Note 7 и Redmi Note 8 Pro. Привет, чувак. Что скажешь про смарт-часы Umidigi U-Watch 2? Хочу купить. Я скажу, лучше не покупать, потому что Umidigi это точно не та фирма, которая может выпустить топовые часы. Redmi 8 китаец, перешить на глобалку уже реально или это болезнь через блокировку загрузчика и до месяца ожидания на разрешение? Мне кажется, что это печаль. Кого лучше взять? Зарябил, заребил? Не знаю. Динамик на 8 Pro обычный, не стерео. Сергей, не знаю, не проверял. По ощущениям не стерео. Обычный. Посмотрел, какие пульсомеры продаются для бега. Дизайн ужасен. Вопрос Apple Watch подходит для интенсивного бега. Такой же вопрос про Amazfit Bip или что-нибудь подобное. У меня iPhone 7 Plus. Лучше купите датчик нагрудный просто. Polar H7 или H10. Подключите к телефону и все. И будет идеальный внешний вид. Насколько по функционалу лучше бипов Amazfit GTS? Такой же функционал. То есть тут нет ни одной новой функции, кроме как красивого экрана. По-моему, нету ни одной. Ни микрофона, ни динамика, ничего. Про наушники отвечал и звук лаганул. Простите. Подскажите, пожалуйста, хочу купить Mi 9 SE Global ROM. Чем отличается от Global Version? Понятия не имею. Что лучше, Honor 9X или Redmi Note 7 Pro? Мне кажется, Honor 9X. Samsung или Xiaomi? Xiaomi, учитывая, какая у Samsung ценовая политика. Про Redmi Note 8A не слышал.
Нет. Какая приблизительно... Для меня, говорю, если есть линейка Redmi Note 8, допустим, для меня только Pro является адекватной вещью, а все остальное у Xiaomi это такая штука, в которой, когда говорят, что ну вы же дешевле платите, ну получается хламантин какой-то. Стратос новый заказал, почем брал и когда будет обзор. Пытался заказать, не заказал, их типа не хватило, типа их было всего 1000 штук, не могу найти людей, которые их купили даже в Китае на YouTube. Если вы видите кто-то, скидывайте мне ссылку, мне очень интересно, где они их взяли. 23 числа будут снова продажи. Китаец с глобальной прошкой. Угу. Цена на Redmi Note 7 упала, стоит ли его брать или ждать Redmi Note 8 и переплачивать почти 4К. Именно столько, я думаю, будет разница на нашем рынке. Максим, все зависит от целей и задач. Если вам просто фильмы смотреть, берите в 7 и все, не думайте. Спасибо, Дмитрий, что подсказали. Слышал о Xiaomi Mi Mix Alpha? Нет, не слышал. Скажи, что лучше Redmi Note 8 Pro или Honor 9X? Не тестил Honor 9X. Думаю, Xiaomi будет лучше. Про Lempo Lem 10 сказать что-нибудь можешь? Могу. Я их заказал и уже 3 недели воюю, чтобы мне адекватный трекинг номер скинули. Давай свечу на следующий стрим. Окей, Армен. Напишите мне в ВК в субботу, если не забудете. Я постараюсь не забыть. А глобальная версия не актуальна для вас? Актуальна, Диана, но тогда я буду один из миллиона, кто рассказал об этом телефоне, а так я один из 15 человек первых, там 20, может 50. Есть ли достойные смартфоны с экраном до 6 дюймов? Игорь, да, у яблока. Можно узнать о подставке для часов? Да, я ее купил на Алиэкспрессе. Если вы напишите мне ВКонтакте, я, может, ссылку вам скину, если найду, где ссылка, где я покупал. Но я думаю, я найду. Что скажешь про Realme Q и XT? Вообще к Realme отношусь крайне скептически, потому что даже Redmi уже скептически отношусь. Ответь, плиз, на вопрос про уши Wavefan. Не хочу спамить, а вопрос не замечаешь. Так вы напишите его. Отлично, теперь жду с нетерпением распаковку и обзор на Lempo 10. Так, а распаковку со стримом вам как закажете? Ответь, пожалуйста, какой смартфон лучше купить до 17 тысяч на данный момент? Redmi Note 8 Pro или что-то еще? Redmi Note 8 Pro, но на данный момент вы его сможете найти. А розыгрыш 19:30 последний раз, напоминаю, Тимофей. Потом я вас забаню, вы вроде уже спрашивали. Игорь Пальшинский. Есть ли достойные смартфоны с экраном до 6 дюймов? Mi 9 SE, да. Согласен. Привет, подскажи, самые актуальные часы от Amazfit на данный момент можно купить по типу стратосов, конечно. Только стратосы, и вот вторые стратосы типа вышли, а-ля, извините за типа, как будто вышли. Но по факту я их не видел в интернете, если найду, то обязательно расскажу вам, но опять же, когда я их закажу. То есть деньги есть, но в продаже этих часов нет. Какой смартфон до 15 тысяч купить сейчас? Redmi Note 8 Pro. Спасибо большое. Пожалуйста, Эмилька. Когда розыгрыш? Окей. Или это вы не второй раз спросили? Arman Go 300 лайков. Да, не забываем поставить лайк для тех, кто вновь прибыл, если не жалко. Видите, как я редко уже про это вспоминаю, потому что вопросов очень много. Какой умный браслет лучше взять до 3000 рублей? Купите просто Mi Band 4 и все. Realme или Oppo? По-моему, Oppo. Почему скептически относятся к Realme или Redmi? Ну, Redmi это в принципе дешевый вариант Xiaomi, хотя это и есть Xiaomi. Ну, короче, Realme это еще более обрезанный вариант, чем Redmi. Дальше. Привет, знаешь, что о Wavefan Xbox 3? Вроде бы одно и то же визуально по характеристикам, $5 дешевле. Арни, для меня вот реально там эти 200 рублей разницы не имеют. Я тестил Wavefan, можете купить что-то подобное. Я уверен, что если они внешне выглядят одинаково, возможно, они одно и то же. Но если брать, допустим, Blitzwolf FIA 3 и Syllable S101, это одинаковый внешний вид и просто абсолютно разная штуковина внутри. Сори, пока надо делать DZ. Не понял, что это. Какой смарт до 10 тысяч рублей купите для PUBG? Stargate все будет лагать до 10 тысяч рублей. Почему польза? Я уже ответил о Realme и Redmi. Может стоит проводить розыгрыш отдельно в другой день, суббота, например. Ронда может быть, но почему не сейчас? Я же сказал, в какое время. Александр, а сам бегал в Adidas на бусте? Отличие существенное от Xiaomi Evo в подошве. Да, чуть-чуть бегал, но постоянно не юзал. Я вообще отличия вижу. Вот, допустим, последние кроссы мне понравились. Нужно много очень пробегать для того, чтобы сказать. Много я не бегал.
Я бы советовал, если есть деньги на буст и возможность их померить, покупать, конечно же, и тип буст. Армен, блин, лаги иногда. Ну, извините. Note 8 Pro норм в руке. Нет. Мое мнение нет. Кстати, вот вы не напомнили, и, к сожалению, вот такие у нас результаты. Тротлинг есть, но это первый раз. Давайте еще 15 минут и посмотрим температуру. Картинка идет плавно, а звук иногда пляшет. Это потому, что микрофон далеко. Stratos или GTR? Однозначно Stratos. Потом, что еще у нас? 16 очень медленно записывается. Так, OnePlus или Redmi? OnePlus 7, конечно же. Картинка идет так. Как тебе iPhone 11? Отличный. У меня сегодня не лагает, хотя до этого я всегда был те, кто жаловался на лаги и на стриме. Почему Stratos? Потому что на них можно повесить нагрудный датчик и смотреть свой пульс с нагрудного датчика. Ронда, это потому что кто-то мне посоветовал, кстати, не один человек, поменять фон, уже не первый раз, и я его поменял, и вроде бы ничего сильно не лагает. Лагает, но я при любом раскладе все равно купил еще и камеру. Как только камера придет, я подключу к ней микрофон, и всегда будет и звук отличный, и картинка. А сколько гигабайт оперативной? У чего именно, Вадим? БУ Honor 10 полный комплект продают, стоит брать. Я хожу с лютыми дровами. Нет, никогда не покупайте бэушные телефоны, очень сильно советую. Так, какой OnePlus до 15 тысяч посоветую? Stargate, к сожалению, у меня нет в голове прайса. Напишите мне ВКонтакте, я вам скину, что я считаю нормальным от OnePlus на данный момент до 15 тысяч. Сейчас Mi Band 3 не нравится. Так купите Mi Band 4, Владимир. Honor 9X или Redmi Note 8. Если просто 8, то лучше Honor. Если Pro, то лучше Pro. Stargate, ну ладно. Стоит Apple нищество. Нищество, я не знаю, что это за слово. Какую беспроводную колонку с хорошим звуком посоветуешь из китайцев? Если бы из китайцев, которые просто делают в Китае, JBL, Игорь. Если из разряда тех, что нет, Трансмарта неплохие делают колонки, и Мифа неплохие. Но опять же, когда мне говорят про Мифа, я покупал их наушники, на одни из них у меня был обзор, и они были просто хламом. Mediatek не сильно лагает в танке, можно на средних поиграть? Да можно, Александр, я не знаю, кто пишет, что это не так. Жене купил Mi Band 4, опять же, вот эта вот штуковина начинает при любом раскладе, как и 9, Redmi Note, Mi 9, короче, Xiaomi Mi 9 телефон, также лагать где-то через час игры. То есть час играете, потом начинает лагать. Что думаешь о Realme XT? Ничего, я их не тестил. Думаю, что много косяков и уже недоработок. Так я спрашивал, стоит ли Mi 4 брать? Mi 4 не знаю, что такое. Mi Band 4 стоит брать. Samsung A50 или Redmi Note 8 Pro? Redmi Note 8 Pro. Mi Max 3 рулит, не сомневаюсь. Обновляться с Redmi Note 7 до Redmi Note 8 Pro нет, Руслан, смысла не вижу. Стоит ли покупать Honor Band 5 и все же взять Mi Band 4? Или все же взять Mi Band 4, вроде как у Honor отслеживание сна лучше. Иисус, если вам важно отслеживание сна, Honor Band 5. Если нет, то Mi Band 4. Обновляться с Redmi Note 7 до Redmi Note Pro нет. Colme Sky 2. Что за китайские смарт-часы? Не знаю. Спасибо, Владимир, вам спасибо. Так, что взять? Mi 9T, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, наверное. Какой телефон посоветуешь взять на долгое использование в размере $250? А OnePlus не купить за 250 баксов? OnePlus бы посоветовал. Какие есть альтернативы Redmi 7A? Не лагает, отлично. Не знаю. Подскажи бюджетные Bluetooth наушники. Ящик Пандоры. Посмотрите на канале, есть топ-10 до $20. Выберите любые. Тогда завтра пойду их покупать. Как тебе сливы Apixel 4M? Никак, Stargate. Альтернативы есть у Redmi Note 8 Pro. Море альтернатив, но не в этой ценовой категории. Будет ли Redmi Note 7 Android 10? Наверное, да. Будет ли 11 MIUI режим на Note 5? Не факт. Стоит ли менять Mi Band 3 на Mi Band 4? Наверное, если вам нужен цветной экран, скорее всего, стоит. Redmi Note 8 Pro топ или они Redmi... Не понял. Джонистер, пишите что-нибудь внятнее. Почему не обновляться? Да, смысл. Похожие девайсы. Redmi Note 8 Pro или Mi 9T цена-качество? Mi 9T, наверное.
Redmi Note 8 Pro жидкое охлаждение. Да, это все лабутень. Есть в интернете, каким образом они в разборке, что там внутри на Redmi Note 8 Pro, и ничего там эпичного, если честно. Смотрю вас на Mi Max 2, это кайф. Лонцик, я рад, хороший телефон. Есть уже кастомные прошивки на Redmi Note 8 Pro, чтобы не париться с MIUI? Нет. Ты сегодня Mi Band разыграешь. Я сегодня Mi Band и разыгрываю Gorillaz. Надо будет ник поменять, а то сложно выговаривать. Stargate, почему? Тот Денланс. Стоит ли покупать Xiaomi Mi 9T? Наверное, если у вас нет телефона. Стоит ли... Смотрю через Mi Max 3, вообще огонь. Да, вы сейчас меряете с телефонами. Будешь ли снимать обзор на наушники QCY T3? Он у меня есть на канале Orion, они мне не понравились. Так что, если хотите их покупать, не смотрите мой обзор. Блин, такое чувство, что телефону нужны, чтобы играть в игрушки. А комп купить слабо, хожу с Redmi Note 7 и все окей. Владимир, абсолютно с вами согласен. Где лучше купить на Алике за 26 баксов или в магазине за 50? Что именно Deadshot? Лучше на Алике рискнуть и купить две пары. Одна точно придет топовая. А за вторую вернете деньги, если сломанная будет. О, я не один, смотрю с Huawei Mate 20 Pro. Дальше. Куча, нет, ничего не понимаю. Дальше. Redmi Note 8 Pro глобальная прошивка. Скоро будет, купишь. Зачем, если у меня Redmi Note 8 Pro вот стоит? Какие беспроводные наушники выбрать за 20 баксов? Смотрите топ-10 на канале до 20 долларов. Смотрю на Redmi Note 7 464, Mi Band, Huawei P30 Lite или P Smart Z. P30 Pro. Huawei P30 Pro, Кирилл, а не Lite берите. Смогу ли я в случае чего выиграть в конкурсе, если я не сижу в ВК? Аккаунт в Инсте пойдет? Пойдет, если там люди есть. Комп дорого? Ну, смотря как смотреть. Знаю, что спрашивал, но в тот раз звук лаганул. Не могу момент найти, отходил. Окей. Ты не так прочитал. Там было про Max 3, а не Huawei. Окей. Пришло время сменить Havi G1, что посоветуешь? Я уже говорил, FlyPods. Вот. Смотрю с Redmi Note 5. Первый опыт Xiaomi, до сих пор доволен. Рад, сори за повтор, ничего страшного. Redmi AirDots нормальные наушники? Или есть альтернативы? Альтернатив много, Fuse, посмотрите на канале топ-10 до 20 баксов. Почему QCY в твоем топе на первом месте? А там T1, а не T3. Какая у тебя скорость интернета? Поверь, почему звуки высокие есть сильно скачут и запинаются в общем. Это потому что я разговариваю сейчас с микрофона на самом телефоне, а обычный микрофон отключил, потому что телефон разрядился, и он сейчас стоит на зарядке для того, чтобы проводить стрим. Что сегодня разыгрываешь? Mi Band 4. Так что насчет ТВ-боксов до 4000? Вид, у меня есть ТВ-боксы для обзора, но у меня нет телевизора, поэтому что я могу вам рассказать пока? Нет, не пробовал, как жесты работают, мне не особо это интересно. Потом попробую, напишите мне в ВК, я напишу как. Вот. Дальше. Юзаешь Huawei Honor Band 5 for Running Version сегодня заказал после просмотра твоего обзора. Нет, посмотрите, у меня чуть ли не каждый день обзора, поэтому каждый день новые девайсы. И поэтому вот что у меня на данный момент новое, то я юзаю. Вот сейчас я тестирую Beep Lite. Хотя что тут тестировать я не особо знаю, но меня просили рассказать. Вот тестирую, может они глючные. Mi 9 Lite или Redmi Note 8 Pro? Redmi Note 8 Pro. Что думаешь про Redmi K20 Pro? Что они норм и топ. Что нужно, чтобы принять участие в розыгрыше? Прочитать в описании, и тогда вы сможете участвовать. Так, давайте, в общем, разыграю я Mi Band 4. Не забываем прожать лайки. Опа, нет, не разбил кружку. Не забываем прожать лайки, и сейчас мы будем разыгрывать первый раз вида сверху телефон. Ой, не телефон, а Mi Band 4. Никаких телефонов. Там все просто, рандомно мы с вами будем выбирать, точнее Google за нас выберет рандомное число Google. Сейчас, секунду. Вот, Google выберет рандомно один из моих роликов. И после этого мы через программку выберем победителя, который должен был быть подписан. Во-первых, во-вторых, у него должно быть лицо на фотке. И в-третьих, больше 10 друзей. Все очень просто. Без разницы, в какой социальной сети. Дальше. Тихо. Вот сейчас 5 секунд. Давайте спрашивайте что-нибудь. А я пока попытаюсь разобраться с
тем, чтобы провести розыгрыш, потому что снова я был довольно так не космически готов к этому стриму, хотя готов. Когда GTS разыграешь в Godzilla, я уже 2 или 3 раза тебе отвечал, что как только на ролике будет 5000 лайков, Facebook подойдет, конечно, подойдет. Дальше Redmi Note 8 обзор будет. Redmi Note 8 Pro есть обзор Александра на канале и стрим с ним. У меня Redmi Note 7, он и греется, когда долго пользуешься камерой. И Redmi Note 8, да, я говорил об этом в обзоре и на стриме, что он сильно греется, как только я снимаю в 4К. А вот сейчас очень подозрительно. 43 градуса. Короче, 43 градуса пока. Пока 43. Как участвовать? Прочитайте описание и узнаете, как участвовать. Пока я сейчас проведу его. Ну и выигрыш. Вот. А потом всем объясню, как участвовать, потому что роликов очень много на канале, как и подписчиков. Довольно много. Рандомайзер. 15 секунд. Выигрыш. Спрашивайте. Генератор. А что же я пробовал? Дальше ссылку кидать. Трындец. Ответ, пожалуйста, стоит ли сейчас покупать GTR или подождать, пока GTS уйдут в продажу и на GTR упадет цена? Думаю, можно подождать, но вообще MSFIT редко очень что-то падает по поводу цены. Случайно вы... Так. Рандомайзер. Да что же такое? Вот, LionZar. Я пользуюсь LionZar, думаю, ничего удивительного в этом нет, потому что это довольно удобно. Понятия не имею, какие алгоритмы он использует, но вы сейчас увидите на канале. Всего на канале сейчас 310 роликов. Думаю, вот так вам будет видно. 310. Мы сейчас вставляем эти 310 роликов в... Куда? Случайное число. Наушники Weiser TP1 и, соответственно, Amazfit GTS будут потом в розыгрыше. 52 ролик. Смотрим, что у нас 52 ролик. Это что? Так. 5 секунд. 5 секунд. Угу. Очень странно. Пи- 52 ролик. Это... 52 это розыгрыш Mi Band Tribble. Давайте откроем. Можно Ctrl-C сделать. И дальше вот так. Сразу изменить. Здесь как раз в основном подписчики писали всякие комментарии, поэтому все довольно просто будет. Здесь мы копируем. Но до копирования мы сначала вот так сделаем. LionZar. Ну можно так. Ctrl-A, Ctrl-V. Так, какие вопросы у кого есть? 150 человек. Лампы чуток мешают. Но сейчас я адаптирую, когда будет, собственно, розыгрыш. Чтобы вы увидели, кто выиграл. По большому счету, для этого не нужен. Зато стрим сам более-менее адекватный и меньше фокус прыгал. Так, изменения сохранены. Соответственно, дальше копируем ссылку. Открываем человечка. Так, Ctrl-A. Ага, мы не авторизовались. 15 секунд. Лиза on air, да. Именно Лиза on air. Это да. Репостнуть в ВК нужно стрим? Нет. Только вот это, видите, получилось, что сейчас
Те, кто были на стриме, те имеют шанс на выигрыш. Вот и все. 191 комментарий. Как твой боевой гуном? Отлично. 9Т или 8 Pro? 9Т, мне кажется. Ну, серьезно, хочешь сказать, FlyPods лучше по звуку Т1 1+. Вот видите как? Подписка оформлена. Василий. Василий, поздравляю вас с победой. Вот этот человечек у нас победил. Здесь репосты никакие не нужны. Единственное, мы проверим, все еще ли он подписан на меня. Если подписан, да, Василию я потом напишу. Большое спасибо, что вы участвовали. Печально. Ну, почему печально? Человек выиграл. Мне кажется, что это хорошо. Тем более у него все условия выполнены. Дальше. Все, рандомайзер закрывается. Вот так, таким образом мы проводим конкурс. Вот, кстати, у нас тест. Тротлинг стал еще больше. Еще третий тест включаем. И после него мы с вами закончим стрим, потому что мне кажется, что слишком много стримов на канале за последнее время, но это потому, что очень много хороших девайсов было. Сейчас будет меньше их. 38 градусов, ну не 38, 43 вот. Да, 43. Максимум показывает 43. Короче, 43 градуса это предел. Удачи, зайду в следующий раз. Удачи, Владимир, спасибо, что были. Хай, что скажешь от GTS в общем? В общем, скажу, что часы понравились, пользоваться ими пока они на зарядке. Уже можно. До этого пользоваться на зарядке ими было нельзя, когда они были на зарядке. Тиса опять будут на обзоре? Да, Олег, я и жду на обзор. Если ты, Джопи Ген, будешь комментировать каждый видос на канале, то я тебя, скорее всего, заблокирую. Либо заблокируют YouTube. То есть вы обычно это делаете как? Каждую минуту делаете репост, и потом либо YouTube вас блокирует, либо я блокирую. А так, это скорее розыгрыш для старых бывалов, у кого много шансов выиграть. Розыгрыш, потому что при лейкопластыре он меньше показывает. TicWatch ждем, и я жду. Вот, а обычные розыгрыши, вот, допустим, сейчас Wiser TP1 наушники и Amazfit GTS, там вообще просто репостнуть видео и все. То есть никаких особых штуковин не нужно. Плюс интересно разыграть среди множества подписчиков, в котором буду только я, что-нибудь крутое. Обязательно. Ладно, потом зайду. Терман, счастливо, пока. Покажи переливы корпуса на камеру. Я не знаю, я вот в этих фишках всех переливы. Ну, какие-то переливы есть, наверное. Я не понимаю вот в эти красота там, как многие говорят, о, изумрудный. Ну, мне без разницы, какого он цвета. Как тебе Note 8 Pro? Уже привык. Дальше. Почему $125 хорошая цена для GTR-ок? Ну, дороговато, но адекватная. TicWatch ждем. Я тоже жду, когда их наконец-то нормально протестю. На данный момент я буду делать обзор в ближайшем будущем на фонарик. Возможно, завтра. Потом какие-нибудь наушники типа One More. И потом, я думаю, к TicWatch я ближе к выходным все-таки смогу. Mi Band 4 разыграли уже. Mi 9 или Mi 8 Pro. Mi 9 покруче будет. Хотя они мне не очень понравились, потому что они дороже на тот момент. Но они были космос, стоили, когда я их тестировал. То есть сейчас они адекватно стоят, поэтому Mi 9. Триммер для носа когда дойдет? Я его тоже заказал, как не смешно это звучит. Как думаешь, цена на Redmi Note 7 еще упадет? Думаю, нет уже, Максим. Скорее всего, ниже уже некуда. Ниже они уже не опускаются. Какие будут TicWatch? У меня знакомый взял, общался с ними, он доволен. Мне не нравится, я супруге купил, можете посмотреть на стриме, я показывал в прошлом. Насколько Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно купить, за сколько? Посмотрите по ссылкам в описании к видео. На Алиэкспрессе у меня, по-моему, 3 варианта их. Но они примерно одинаковые сейчас везде. Когда розыгрыш GTS? Когда будет 5000 лайков, Егор? Еще раз повторяю под видео. Вы же читаете описание или вы просто тык-тык-тык написать коммент? Проще же прочитать описание, чем написать коммент, правильно? Huawei Honor FlyPods 3. Ценник какой по предзаказу? Около десятки, Виктор. Плюс-минус. Redmi 8 Pro по камере лучше, чем Mi 9? Да, по моему мнению. По видео, по фото я так не скажу. Какие уши хороши по посадке в небольшие ухи до 2000? Wayfan Xpods 3 подойдут? Не факт.
лучше купить TSI 4, либо QCY T1. Ладно, пока пора идти. Счастливо, Армен. Не забываем прожать лайки, кто новенький. Просто, чтобы поддержать канал. Стоит ли покупать Amazfit Pace в 2019? Нет, лучше Stratos купить сразу. Чем не катит? И оплаты есть, и все дела вроде полноценные, умные. Не сильно дороже, чем GTS, а лучше. Семен, они подлагивают довольно нехило. Какие закрытые уши взять до 3000 рублей? В плане закрытые. Накладные. Посмотрите, на канале есть пионеры проводные. А если беспроводные, то есть... Сейчас вспомнить. Ну, посмотрите, есть до 3000 рублей, в общем, все. Все, что есть накладные на канале, кроме Xiaomi-шных, до 3000. И все они более-менее норм. Не могу выбрать телефон до 500 долларов, подскажи. Купите iPhone и не думайте. Все, что хватит, там добавьте чуть-чуть и купите 10. Может быть, 10 получится купить. Какими устройствами от Xiaomi пользуешься сам и не хочешь расставаться? Сергей Медовщиков, у меня есть топ-10 гаджетов Xiaomi, либо устройств. Вот все их я использую в доме. В первую очередь это робот-пылесос, во вторую очередь это часы, либо браслеты, там, в третью очередь это, наверное, да и все. Ну и зубная щетка по-любому. То есть вот 3. Бритвы так себе, все остальное так себе, то есть относительно можно поспорить. Но вот эти 3 вещи у них топы. Дальше, Александр, к сожалению, пишу уже в 3-й раз, какие новости насчет Sport Watch 3, Stratos. Ice Riddle, отвечаю раз в 5-й, но стрим уже длится долго. Никак не могу купить, потому что их а-ля распродали 13 числа, или какого там началась продажа, там за секунду. И сейчас их просто нигде не купить. Мне кажется, что они вообще не продавали. 23-го вроде бы опять снова откроют в Китае продажи, тогда и куплю. Кроме айфонов. Так, 10 купить можно только с одной почкой, с такими зарплатами. Ну да. Дальше, какой Powerbank взять? Чаек, Xiaomi, у меня на канале несколько обзоров на них, посмотрите, вам понравится. Какие часы дадут возможность ответить на звонок? Либо дорогие, либо такие китайские. Как градусник называется, который на столе? Градусник. Инфракрасный термометр. Можете мне скинуть, но как бы, в принципе, довольно такая тривиальная вещь, и на Алиэкспрессе их море подобных. Что, он перестал уже тестить, что ли? Да, Атунту вылетел. Вот вы только что наблюдали, как Антунту вылетел. Ну, может, я нажал нечаянно что-то? Дальше, почему iPhone до 500 долларов? Наверное, потому что так проще всего сказать. Может быть, Mi 9T. Александр, я смотрю, что вы все еще меня смотрите. Удивительно. Защита Amazfit GTS. Что за защита, Иван? Я не совсем понимаю. Шрифт в GTS крупнее, чем в бипах? Да, значительно. То есть крупнее, чем в бипах, и крупнее, чем в GTS-ках. В GTS шрифт такой же, по-моему. Ну вот это Health. Ну, может, чуть-чуть больше. Нет, больше. Так, бипы живые. Нет, это Health. Вот бипы. Так, давайте сравним вместе. Пока у меня и то, и другое на руке. Но они, правда, китайские пока, ну вот. Нет. Получается, что, в принципе, по большому счету, у Amazfit в стоке даже шрифт больше. От воды есть защита, да. Так, 25-го старт продаж. Хорошо, спасибо. Что лучше, BIP или Mi Band 4? Mi Band 4 это разные девайсы. У бипов есть GTS. Для меня, конечно же, бипы. У меня стрим лагает. Лонцик это не лаг стрима, это то, что я фокус поменял, поднял. Вот, и телефон не перефокусировался. Какую примерно общую сумму оставил на Али? Ой, Stargate. Ой, можете посчитать? Я думаю, под лям, может больше. Какой телефон посоветуешь купить за 250 долларов? Наверное, даже больше. За 250 долларов Redmi Note 8 обычный. Не планируешь сделать обзор на Huawei Band 3 Pro? Планирую, а у меня 3. Это такая тонкая красная линия здесь. Короче, я опять очередной раз заказал на подписчика, который у меня что-то выиграл этот Honor Band 3. Он ему пришел, и он меня заблокировал.
Проще говоря, я заказал сначала наушники, а потом по ошибке опять заказал девайс. И у меня так не первый раз, и обычно меня с этим делом кидают. Вот такой я в этом смысле неудачник. Как относишься к Motorola V400? Я отношусь к ним плохо, потому что они очень дорого стоят. Может быть, я их куплю, но после One More, которые мне сказали, пользы, купи One More, это просто топовые наушники. Они не стоят 3,5 штуки вообще никак, поэтому меня очень сильно ломает делать на них обзор. Вот если кратко, то так. Да сейчас есть такая возможность, но в основном смотрю оффлайн твои стримы, поэтому рекомендация, тайминги очень нужны. Я не знаю, как делать тайминги, Александр. Дело не в моих как бы каких-то там принципах, не принципах. iPhone не хочу, что лучше тогда до 500. Mi 9 возьмите. Или попробуйте OnePlus, посмотрите какой-нибудь. Хай, польза.нет. Хочу взять все-таки другую модель наушники OnePlus Buds 2. Может быть, вы назовете те факты, которые говорят, которые вы не назвали в обзоре у самого Note 7. Очень хочу. Я не понял, Аркадий, вообще попробуйте структурировать вопрос. Я не совсем понял, что вы имеете в виду. Димыч, что именно держит батарею? Как? Просто ставишь время типа 2.50. Я не понимаю, Дэшот, о чем ты тоже говоришь. Для тайминга. То есть мне нужно прописывать, когда какие темы или что? Отговорят. Что отговорят? Перепишите как-нибудь структурированное предложение по возможности. Хотя бы запоминай, кто тебя кинул из подписчиков, и блокирую его, а то второй раз выиграет чего. Не, Алекс, конечно же, я блокирую. У меня есть уже фототека этих чуваков. Если когда-то я стану большим, то я думаю, я сделаю их еще знаменитыми. Потому что, ну, я не знаю, даже в их возрасте я был другим, вот клянусь. Я был честным, и сейчас я считаю, что я честный. Во всяком случае, в таких вопросах это точно. Скажите, можно ли измерять температуру на людях термометром, который у вас на столе? Можно, но это не точно, и я бы не советовал, потому что медицинские цели должны быть медицинскими. Deadshot, окей, под розыгрыш буду писать, да. Окей. А если Mi 9 и OnePlus 7? Если Mi 9 или OnePlus 7? OnePlus 7. Какие посоветуете смарт-часы с NFC для оплаты в Android Pay? Huawei-евские любые, но опять же я их не тестировал. Stargate. Для этого мне нужно будет пересматривать свой стрим, а это еще 1,5 часа жизни. Для этого это мне половина ролика на что-то сделать. Невозможно. Если бы я не работал, может быть. То есть стримы это больше вот такое общение из разряда вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Не забываем проставить лайк, 106 человек, пусть и немного, но у нас могучая кучка. Может до 350 доведем. Так. Стоит ли покупать Xiaomi Amazfit GTS? Пока нет, нужно ждать глобалки. Но для фанатов стоит. Я думаю, можно будет их и перепрошить, хотя я бы на вашем месте не особо спешил с покупкой. Часто ли на Алиэкспрессе бросают? На Алиэкспрессе часто обманывают, но всегда возвращают деньги. Я не пишу, обычно проигрывает как раз нечестный продавец, а не покупатель. Главное, вы следите за тем, чтобы вас не кинули. Смотрел ваш обзор на наушники OnePlus и 5 фактов, которые вы назвали, что они того не стоят. Может, вы узнали снова и минусы этих наушников у самого телефона OnePlus 7. Аркадий, если у вас телефон OnePlus 7, Bullets 2 просто топ. Кстати, я в них бегаю. ТЧК. Я либо бегаю в хуавеевских шнурках, либо в них. Поэтому подумайте сами. Димыч, лайки как всегда. Я надеюсь, это не сарказм. Спасибо, что ставите. Кто ставит 333 лайка, круто. Электронный градусник посоветуйте с Али. А то, судя по отзывам, один фуфел. Возможно, не там ищут. Нет, вы читайте просто отзывы. И я уверен, вот на подобную штуковину нормальные отзывы были. Я юзаю, вроде бы реально. Лайк готов. Спасибо, Евгений. Galaxy Watch не тестировал. Нет, Atom. Буду тестировать подобные девайсы больших фирм только после того, как у меня появится юридическая поддержка YouTube. У меня будет 100 тысяч подписчиков. Я буду бесстрашный воин и буду рассказывать вам о всем. Я даже, если честно, и о айфонах поэтому боюсь говорить. Потому что у них тоже есть косяки, а если их начинать дезить, мне кажется, что ничего хорошим для моего канала это не приведет, пока сотки не будет. Как только у канала сотка, у него есть юридическая поддержка YouTube, и тебя никто не блокирует за какую-нибудь лабутень. За критику, во всяком случае. Спасибо, мне просто важен звук. Аркадий, тогда вы не прогадаете, если их купите. Что лучше взять для спорта, Amazfit Bip или Mi Band 4? Amazfit Bip, потому что у них есть GPS. Вам не нужно будет брать с собой телефон, чтобы отслеживать трек.
Я снова до конца в этом стриме. Димыч, вы спасибо за то, что вы мой подписчик. И если вам интересно меня слушать и смотреть, в 2 раза спасибо вам. Ты откуда, Украина или Россия? Каспер, видите, какая магия? Мы даже не можем определить, откуда человек. Вроде бы страны разные. Да не вроде бы, а страны разные. Из России я. Хотя я считаю, что постсоветское пространство, начиная от Украины, Белоруссии и заканчивая Дальним Востоком и Казахстаном, мы одно братское государство все еще в каком-то смысле, потому что пока мы говорим на одном языке, мы все родня, ТЧК, мое мнение. Сначала и до конца так, а если GPS не нужен, тогда берите Mi Band 4. Тем более он дешевый, если что, перепродадите. А какие уши для спорта не боятся пота? Практически все, Олег Кост. Посмотрите на канале, их просто море. Мы все с земли, не более. Нет, Stargate, все-таки имеет значение, на каком наречии вы говорите, потому что все-таки дело даже не в национальности или еще чем-то, а дело в том, как вы друг друга понимаете и необходимо ли вам переходить на другой язык. Если вы языки знаете, вы понимаете, что менталитет очень сильно зависит от того, на каком языке вы говорите, даже не того, где вы живете. Посоветуйте хорошие проводные уши. У меня есть единственные хорошие проводные уши с обзором на канале, но где-то в течение 2 недель я сделаю обзор еще на наушники КЗ, они топ. Вот КЗшные все хорошие. Согласен, я кыргыз, считаю себя русским. Абсолютно с вами солидарен в этом. Дальше, так, где камера лучше, Note 8 Pro или на 9? И мне кажется, на 8 Pro не хуже, это точно, примерно одинаковая. Бро, искал телефон до 500 баксов у самого Meizu 16 и Mi 9. Бери OnePlus 7, это просто пушка. OnePlus вообще пушки. Вот. Чуть стрим вы хотите сказать, не прошел мимо. Стоит ли заказывать одежду с Алиэкспресс? Нет, Егор, стоит идти в стоки и покупать там, либо искать ссылки на Ламоде, Wildberries, Канте и подобных магазинах. Видеорегистратор какой взять? Алексею я заказал Xiaomi-шный видеорегистратор, вот такой. Скоро сделаю обзор и покажу вам. Если вы дождетесь, посмотрите. Тем более вы же знаете, что я буду его мучить, если он будет хламом, вы об этом узнаете первым. Нет, я не для Ролфа спрашивал, просто хотел узнать по одному вопросу, но ты уже ответил. Окей. Мне не нравится, как начинают делать акцент на национальности. Так, вот еще тротлинг. Сейчас прочитаю ваш. Сейчас будет подлагивание опять легкое. И еще один тест давайте. И еще стресс-тест. Понеслась. Все, последний стресс-тест, а потом заканчиваем наш отличный стрим, который мне очень понравился. Надеюсь, вам тоже. С ракет даже 40 градусов нет. Так, ну я говорю, до 70, я не знаю, как разогреть его до 70, максимум до полтинника. Жду регистратор. Хорошо. Спасибо большое вообще. И вам спасибо, что смотрите. Привет из Украины, у тебя замечательный канал, продолжаем в том же направлении, уверен, что через некоторое время у тебя будет 1 000 000 подписчиков. Андрей, мне главное, чтобы у меня была 100, поддержка Тьюба, и тогда я считаю, что я зажгу. Зажгу это в плане критики, мне кажется, на Ютьюбе на железо не хватает, и я ее обеспечу Ютьюбу. Может быть, это слишком пафосно звучит, но вот такое мое мнение. Почитай, что я написал выше. Андрей, перед спасибо, да, сейчас попробую. Но я не успею, повторите сообщение. Обзор на 70 Мэй, да, будет именно на 70 Мэй. Странный вопрос, нормально ли взаимодействует чехол от Note 8 Pro с корпусом? Не будет ли стираться пластиковые грани от чехола? Думаю, нет. Однозначно нет. А чему там стираться? Если только вы собираетесь... Не будут. Спасибо, что отвечаешь на все вопросы. Очень приятно для подписчиков. Евгений, иногда нужно их повторять. 282 тысячи, Димыч, было только когда на Антунту я только вытащил из чехла. Вот сейчас 240 и предел, там 245. Привет из Беларуси, и вам привет. Главное, давился не скатиться. Олег, это его формат, это ОРТ. Я не буду опять же его не троллить, не рассказывать о том, что он плохой. Скоро ли будет распродажа на Алиэкспресс? Может быть. Я бы 11 ноября уже ждал. Можно ли считать, не понял, греется ли Mi 9T, когда пользуешься камерой? У меня нет Mi 9T, у меня был Mi 9 и он грелся. Могу скинуть свой тротлинг-тест на OnePlus 7. Процентов скидывания часов в проце около 10%, при этом в PUBG
нагрев за час максимум до 38 градусов. Я поэтому Аркадий советую OnePlus, если вы не заметили, хотя у меня здесь на столе лежит Redmi Note 8 Pro. В чем прикол туалетной бумаги от Xiaomi? В том, что она от Xiaomi и все. Аделбек, какая цена в данный момент на Xiaomi Amazfit GTS? Десяточка в рублях, 10 тысяч. Зачем ты разыгрываешь все эти вещи, если ты не богат и сам об этом говорил на одном стриме? Вер евро. Понятие не богат, это довольно такое растяжимое. Я живу в достатке. Вот. В хорошем таком достатке. По меркам России точно в хорошем. Поэтому я могу себе позволить разыгрывать эти вещи. И все. О коллегах плохо не говорят. Я не скажу, что это коллеги, потому что это совсем разная плоскость, я считаю. У меня домашний канал, у него медиасеть. Спасибо, что стараешься, вам спасибо, что смотрите. Считаюсь ли я странным, если Mi Band 4 не зашел? Нет, не считаетесь. Почему? Очень многие люди не любят никакие браслеты. Как сильно греется экран, IPS-матрица вроде теплая, у меня Redmi Note 4 так точно. Да, сильно греется. Странно, набирал 282, сейчас 240. Я видел, у некоторых и 180 набирал. Интересно, почему так? Понятия не имею. Может быть, обнова косо встала. Ну, не вилсаком и не задираешься. Это другая совсем история. Спасибо, Вер, Евро. Как сильно, так. Я для ребят говорю, которые хотят взять iPhone 7a за 500. Ну, iPhone все равно это норм. Не для национальности спрашивал, просто думал, ты из Украины и хотел спросить, платил ли ты таможку. Даже если я бы был из Украины, я пытался бы сделать, чтобы мне оформляли товар как гифт. У меня был Mi Band 2, и он мне нравился намного больше, чем 4. Вполне возможно. Абсолютно разные устройства, хотя вроде бы и одинаковые. Будешь рассматривать Redmi Note 8 без приставки Pro? Не, потому что это то же самое, что 7, а 7 на обзоре у меня уже была. Вот она. Кстати, до какой степени они похожи? Еще раз. Не устаю показывать, что вообще, ну вот просто, и это Pro. А если брать не Pro, то там вообще чуть ли не 2 капли воды даже внешне. И все равно мне не нравится мини-джек внизу. По-моему, меня выкинуло. Да, меня опять выкинуло с теста. Но он пока идет. Дальше у меня IPS, если теплый. Еле теплый. Круть. Надо, чтобы продавец писал, что посылка стоит меньше $110 и будет без налога, если не вскроют. Если не вскроют Stargate, да. Давайте 5 лайков до 350 доберем. Мне будет приятно, а вам ничего сложного тыкнуть туда не будет. Тем более я уверен, что сейчас большинство сидит моих подписчиков на стриме, и надеюсь, что все, что вы просите на обзоры, я беру в основном в 9 из 10 случаев я делаю то, что вы просите. Вот. Кайф, руки холодные, а экран горячий. Но это не летом кайф, это точно. Спасибо за лайки, спасибо за все ответы, вам спасибо, что спрашиваете. Дальше. Я все-таки побаюсь этого медиатека, присматриваюсь к Mi 9 Lite там и Snapdragon 710. Тогда Mi 9 берите. Хотя он тоже греется, дай боже. В качестве оболочки iPhone топ, у него много плюсов, но что там предлагают за эти деньги, это, конечно, да. Мне кажется, iPhone телефон для девушек, которые не хотят разбираться в смартфонах, либо для людей, у которых очень много денег, Аркадий. Думаю, то не вылетело, а вы нажимали домой. Ну может быть. Есть ли альтернатива беспроводной зарядки Xiaomi на 20 Вт для пользования Mi 9? Да, много. Посмотрите на Алиэкспрессе. Летом ад. А подскажите, если заказывать смартфон, что посоветуете сказать продавцу, чтобы он указал по посылке? Как аксессуар для смартфона или может быть другой? Он может быть вообще указать, что телефон бэушный. Я не знаю вашу таможню, я бы посоветовал, чтобы он указал чуть-чуть другую марку, либо написал, что телефон БУ. Или как гифт оформил, вообще как подарок, и все. Только сначала с ним списаться, а потом уже заказывать. Будет ли в скором времени Mi Bip 2? Повторяю, нет. Есть из Realme будет ли что-то на обзоре? Может быть. Если зайдет какой-нибудь телефон хоть раз у меня, потому что если вы замечаете, то часы у меня заходят хорошо на YouTube, а вот телефона пока нет. Нужно продать почку, чтобы купить последний iPhone. Ну, смотря кто как зарабатывает, Влад. Вот, я бы Mi 9T взял, но боюсь, что AMOLED ляжет через год-два. Легко. Вы через 1,5 просто продайте его и все. Экран же разряжается медленнее, чем IPS.
Есть такое. Я завещаю все сбережения и дом коту. Правильно. А что не так? Наушники лучше Тиса или Нилкин? Нилкин по звучанию. Дальше расскажи, что думаете про уши Sennheiser. Что они стоят слишком дорого для своих, даже для своего звучания. Извини, если заставляю повторяться, но что бы ты выбрал? Топ Xiaomi или OnePlus? OnePlus. Последний. Лучшие наушники Нилкин или Тиса? Повторяю, Нилкин. Если... Wherever, я тебя заблочу. А если уже одну почку продал на iPhone 10, тогда печаль, тогда ходите с десяткой. Я бы свой OnePlus 7 не поменял на iPhone любой. Слишком хорошая камера, но видео у них немного хромает. Окей, у меня удаляют комменты, лол. Я не пишу, я не удалял вас. 350 лайков, да. Спасибо, Егор. Что можно взять из часов, чтобы и оплачивать можно, и держали заряд пару недель? Игорь, ничего. Я вот таких не знаю. Но мне кажется, допилят. Возможно. Почему AMOLED ляжет через год-два? Ну, потому что все беспроводные зарядки только по 10 ватт. Только у Xiaomi на 20. Или не так смотрю. Вроде бы есть еще беспроводные на 20-ку. Вещи из класса «Умный дом» от Xiaomi пользуешься? Да. Топ-10 вещей Xiaomi на канале посмотрите и увидите как. С чем именно я пользуюсь. Привет, что лучше взять, Polar M430 или Amazfit Beer? Я не знаю, что такое Amazfit Beer. Вы уж простите. Я таких гаджетов не слышал. На канале будут FreeBuds 3? Да, я их уже заказал. Предзаказу за десятку, надеюсь, мне их вышлют. Видите, как я опережаю ваши вопросы. И, кстати, все это благодаря подписчикам, которые в телеграм-канале у меня висят и подсказывают мне, что мне можно еще купить интересного для того, чтобы рассказать. Я бы сам их не нашел. Но сейчас в налике даже вы можете, мне кажется, найти. Привет, очень нравится твой канал и решил обновить всю свою технику в плане гаджетов. Подскажи, хороший ли выбор Redmi Note 8 Pro, Mi Band 4 и наушники Redmi AirDots. Все, кроме наушников Redmi AirDots. Наушники бы я выбрал другие, посмотрите мои топы. Правда, что Redmi Note на Google Cam фоткает лучше Redmi Note 8 Pro? Да, но не хуже. Но во всяком случае по кропу хуже, а вообще по моим ощущениям, то если вам не огромная картинка нужна, то неплохо. Что за ручка? Это Bezos с двух сторон. Ручка и стилус. Что думаешь про умные часы от Fossil, Polar, Garmin, Casio в паре слов буквально? Думаю, дорого. Стоит ли переплачивать за OnePlus 7 3000 гривен? В плане переплачивать, Каспер. Переплачивать относительно чего? Правда, что... Так. Привет, очень... Так. Ну, по большому счету, наверное, на все вопросы ваши ответил. Пишем, что еще интересно. Дожидаемся 31% и заканчиваем стрим. Я думаю, все уже знают, кто выиграл. Если не знают, могут посмотреть, попроматывать. Mi Band 4 для спорта. Сыну хочется приобрести. Калории считают, количество подходов и упражнений считают. Спасибо. Стайв, вы понимаете, что все эти фитнес-браслеты и часы, это все примерно прям безумно считают. Единственное, зачем нужны эти гаджеты, это для мотивации в первую очередь. Либо для напоминаний для тех, кому что-то там приходит, сообщения, звонки, кто не может взять телефон в руки. Будешь ли заказывать барахло с Китая? Егор, у меня достаточно много вещей с Китая, включая кроссовки, и на канале тоже. И я, да, их заказываю и буду заказывать. Нам осталось разговаривать всего лишь 30% теста, уже 25%. А в чем разница между Amazfit Bip и Amazfit Lite? Amazfit Bip Lite, наверное. В том, что GPS здесь нет. Мне B57 нравится. Не понял. Впечатлил Redmi Note 8 Pro. Не разочаровал, Михан. Кратко, если. Покажи функции GTS. Женя Горист. У меня на GTS есть стрим на 57 минут со всеми функциями и обзор на 9 минут. Посмотрите обязательно. Там тоже все расписано, все показано полностью. То есть, если вот по-быстрому на стриме, вот все, что тут есть. Снова прочитывать это не буду, потому что понятно, что вроде бы хочется, чтобы вы посмотрели, но мне кажется, что проще, чтобы вы посмотрели 9-минутное обзор на них, и вы все узнаете, все сразу. Привет из Казахстана. VR Евро последний раз. Все.
Даяна Вер, вы заблокированы. Очень жаль, вы были хорошим подписчиком. Вот так это и происходит. Дальше, какую 10-ваттную зарядку посоветуешь? Да любую. Ты собираешься тикать? А как же мы тикать? Лонцик, ну мы и так общаемся уже 2 часа. У меня же семья есть, которая, кстати, не очень рада вот таким вот стримам, потому что, по большому счету, наверное, лучше бы, чтобы я просто делал ролики и все. Как ты думаешь, что лучше взять GTS или Verge 1? Нет, они уже рады. Жена уже рада. Супруга рада, что у меня есть стримы, чтобы ей можно было от меня отдохнуть. Или просто. У меня очень красивая, умная супруга, и я очень сильно люблю, потому что она мне позволяет проводить стримы. Давайте так. Шучу. Ладно, нет, не шучу, что красивая и умная, а шучу, пытаюсь шутить. С юмором, как вы заметили, у меня не все хорошо, но неплохо, зато с обзорами. Наушники до 2000 по звуку лучше с узелком или нет? Лучше всегда с узелком, с шнурком, потому что там можно запихать не только Bluetooth модуль, а большие-большие динамики. Как ты думаешь, что лучше взять GTS или Verge 1? Абсолютно разные девайсы. Женя, посмотрите сравнение, у меня есть на канале Verge 2 и GTS, чтобы вы понимали, в чем разница. Первые примерно как вторые Nexo. Слушай, ну вот прочекал то, что ты рекомендуешь, чтобы 10 наушников беспроводных на 5-м месте Redmi AirDots, но не на первом же. Спасибо, классный видеоряд. Подскажи, какие... ничего не успел, извините, повторите. Как тебе накладки на телефон, где можно порт зарядки воткнуть и беспроводной зарядки заряжать? Не люблю их. Считаю, что они портят телефон, и вообще это проблема. Передай ей спасибо. Хорошо, Лонцик. Спасибо вам, что смотрите. Что лучше, Honor 9X или Redmi Note 8 Pro? Redmi Note 8 Pro, если в топе. Добрый вечер. Какие лучше, Honor или Xiaomi? Что лучше, Honor или Xiaomi в плане чего? Табишка, спросите, какой конкретно девайс. Жена юмор оценит. Очень на это надеюсь. Слушай, ну вот, прочекал то, что ты рекомендуешь, чтобы 10 наушников. Ты уже писал, Павел. Привет, спасибо за ваши обзоры. Александр, спасибо, что смотрите и, может быть, даже советуете мне что-то. Всем новеньким не забываем поставить лайк, а всем стареньким не забываем писать вопросы. 96%. Джой, спасибо за стрим, вам спасибо, что смотрите. А почему нет в обзорах хороших бюджетных проводных наушников? Я бы хотел услышать ваши советы. Сила разума. Проблема в том, что они есть. Есть на обзорах хорошие беспроводные наушники, посмотрите. Добрый вечер, я стрим пропустил, потом посмотрю, подскажи что-нибудь про GTS на русском, когда продавать будут. Думаю, не раньше, чем через недели 3, скорее полторы, даже через месяц. Ты используешь быструю зарядку на телефоне, она убивает батарею сильно. Саша, использую и пока не убивает. Телефон качество имел в виду. Табишка, если у вас есть деньги на Huawei, лучше покупайте Huawei. То есть там P20, P30, то, что топы есть у Huawei и Honor, к сожалению, Xiaomi не сравнится. Если денег нет, то Xiaomi. Вот, пожалуйста, тротлинг. Температурку по-бырому. Пока не остыл. 44. В общем, первая цифра важнее всего. 44 градуса максимум было. Если засунуть в чехол, наверное, будет больше. И теперь для самых любознательных, ладно, не буду я сразу заканчивать, проведем еще тест, чтобы вы посмотрели. Нет, вот сейчас я ничего не... все норм. Тест. Антуту. Тест Антуту. Привет, посоветуй хороший, мощный и недорогой смартфон с NFC. Redmi Note 7. Вот мощный, вычеркните. Stargate, ура, отлично. Не забудьте про лайки. Да, Stargate, спасибо, что напоминаете. Чак Чаковский, рад, что вам нравится стрим. Андрей Лукин, через сколько месяцев упадет цена на Swift GTS и сколько будет после официального выпуска? А теперь магия, 1000-й раз повторяю. У MS-фитов особенность, они сначала продают вещи дорого, а потом начинают продавать вещи еще дороже, только через пару лет будет дешевле. И смысл в том, что, допустим, те же Стратосы, я даже достану, наверное, если быстро найду их. Так вот, магия Стратосов, они выгрузили Стратосы, они стоили 8000 рублей, я такой, будут 7, куплю, потом 9, потом 10, в итоге купил я их за 12500. За 12500 рублей мне пришлось купить Стратосы вместо 8000. А как только их выгрузили, они их продавали по 8. Вот вам ответ на вопрос, будут ли GTS-ки стоить 6, 7 или 5000. Я не верю. То, что с бипами произошло, что они стоят очень дешево, товарищи,
Давайте не забывать, что у бипов есть определенное качество, а именно они разгоняют фирму Amazfit, это раз, а два, им больше года. И они уже от них избавляются просто. Когда 1 миллион подписчиков будешь адекватно отвечать на вопросы Атом, этот формат не поменяется. Знаете, когда у меня было 3000 подписчиков, точнее 10 где-то, у меня начались стримы. И меня все спрашивали, а когда будет 30, ты успеешь отвечать на вопросы? Успею. А когда 50, ну вот сейчас уже 75 нас, и я все равно успеваю отвечать на вопросы. Потому что смысл? Смысл мне иметь канал, который я заводил для того, чтобы общаться со своими подписчиками, плюс рассказывать про девайсы, если я с вами общаться не буду. Не знаю, для меня это хобби. Прям такое, прям хобби-хобби, как бег. Вот. Ладно, дальше. Добрый вечер. Где вы заказывали Redmi Note 8 Pro? Мурод, я заказывал его через товарища. Можете написать в ВК, я вам скину его телефон, чтобы вы с ним связались. Можете спросить. Серебряная кнопка скоро. Ну, не скоро еще, 25 тысяч, это где-то к Новому году. Будет ли краш-тест Redmi Note 8? Нет, Егор, однозначно нет. Вы, по-моему, перепутали меня с каким-то коммерческим каналом. Если я сделаю краш-тест на телефон за 20 тысяч рублей, я, наверное, буду жить на работе недели 3. Как по качеству Redmi Note 8 Pro, хватит ли его на долгое время? Думаю, хватит надолго, но на года 2. Дальше, что лучше, 9T или 8 Pro? Не знаю, наверное, 9T. Или 8 Pro, либо Full 8 Pro. Дальше. То есть ты категорически говоришь не брать Redmi AirDots. Нет, я говорю, что лучше, Павел, купите Halo GT. Их нет в топ-10, но хорошие наушники. Какое количество Redmi AirDots советуешь брать, чтобы хватило на год? 2 пары 100% хватит, если обе придут рабочие. Будешь тестить Huawei Watch GT2, как они выйдут? Михаил, как только у меня будет сатыга подписчиков, уже 1000 раз объяснял почему. Но может быть даже раньше рискну, но я не уверен. Huawei P20 или Mi 9? Если P20 Pro, однозначно P20 Pro. Какой линчик на 10 километров? Я не понял, что вы спрашиваете. Личник. Какой лучший результат? 38 минут, по-моему. Но я точно не стайер. Я спринтер больше, и то я такой колхозный спринтер в плане того, что я любитель. Это не значит, что я спортсмен, прям спортсмен. Смотрю Mi 9T. Круть. Можно птичку в кадр, она мне нравится. Птичку. Сейчас. Давайте я даже лучше сделаю. Для тех, кто интересуется Xiaomi-шными девайсами, по-бырому, пока там тест идет, вот эта обезьянка моя самая первая. Вот этот чувак довольно страшный, но тоже прикольный. Вот это еще один чувак. Это носорог, который тоже есть на распаковках. Это типа слона, что-то типа слона боевого. И птичка, которая нравится всем, даже девушкам, женам, женщинам, девочкам. Вот. Боевая тоже. Давайте ее поставим, ладно. Даже не разбежались. Huawei P20 Pro или OnePlus 7? Если нужна камера P20 Pro, если камера не нужна, OnePlus 7. Огонь после RN4X. Мне кажется, тебе нужно расширяться, не только о часах рассказывать, и наушниках. Больше видео о смартфонах и ноутбуках, планшетах, возможно, даже телевизора, чтобы увеличить аудиторию людей. Андрей, для того, чтобы рассказывать про телефоны, их надо покупать. Вот эта вот штучка 20 с копейками, часы десятка. Если вы посчитаете, сколько я за месяц трачу на канал, вы очень сильно удивитесь, насколько я стараюсь расширяться. Просто каждый день о телефонах рассказывать не будешь, это раз. Два, все постепенно. Смотрите, про Mi 9 у меня есть на канале, про Redmi Note 7 есть на канале, про Huawei P20 Pro есть на канале и про Redmi Note 8 Pro. 4 телефона и не один, кстати, обзор. Вот. Но пока на данном этапе жизненного развития, к сожалению, обзоры про телефоны у меня не очень заходят. Все же зависит от вас, как вы будете репостить, лайкать и реагировать на эти видосы. Если вам будут нравиться они, то, соответственно, будет больше просмотров, буду покупать. Какие часы посоветуете с возможностью разговора через них? Никакие Stargate. Когда я вижу человека, который пытается разговаривать по телефону в Петербурге или Москве, а я делаю это очень редко, потому что таких индивидуумов довольно мало, мне его жалко. Вот, а разве у Xiaomi Redmi 7? Хотя вот за последний год ни разу не видел, сколько раз туда не летал. У Xiaomi Redmi Note 7 есть NFC? Просто смотрю, там нет, а ты сказал, что есть.
По-моему, я не говорил, что есть у Redmi Note 7 NFC. Stargate L7 Green Tiger Smile. Покажи температуру CPU, с внешней температурой все понятно. Ну, сейчас прогреется. Иван Пунту. Мы сейчас все увидим. 43 градуса у нас показывало, хотя зафиксировалось на 37. 80%. Давай телек закажем. Виктор, вот прям скоро, да, закажу. Мне просто пока на данный момент даже некуда вешать его в квартире. Вот как только я все разгребу, я год назад переехал, но все это так очень-очень скомкано и на очень маленьких квадратах. Если вам интересны мои квадраты, у меня всего 29 квадратов, жилплощадь на 3 человек. Это мало. Прямо совсем мало. Через годик перееду в свою квартирку, тогда будет больше. Тогда, может быть, и лицо мое увидите. Я имею в виду в режиме постоянного времени на стриме. Ребенок интересуется, что за фигурки, да он ими играет. А как Note 8 Pro делает тест вверх ногами? У него проблемы с датчиком? Нет. Почему? Я могу вот так делать. Подождите, вот. Вы имеете в виду вот так? Так, а в чем у него проблема, если он может и так делать, и так? Изредка дома разговариваю через часы. Вроде неплохо по качеству и удобству. Улугбека, а на улице вы пробовали это или на работе? Спасибо за совет, буду брать Halo. Окей. Mi 9 или Mi 9T Pro? Mi 9T Pro. Дальше у Note 8 Pro в области капли во всех приложениях либо черное поле, либо просто статус. У него один динамик. Вспышка белая или желтая? Вспышка белая. Внутри отверстий для динамиков и 3,5. Давайте так, постепенно. У всех приложений либо черное поле, либо просто статус-бар. Нет. Вот, смотрите. Если вы про это. То есть можно выбрать, чтобы здесь был статус-бар. Первый вопрос. Второй. У него один динамик, как я помню, да. Но я разбирать не буду, можете посмотреть разборку, но по виду внешнему один динамик. Следующее. Вспышка белая или желтая? Не пробовал. Внутри отверстий для динамиков и 3,5 пластик. Здесь внешка железка, внутри пластик, внутри 3,5. И все, вроде я ответил. Если PUBG P20 Pro или OnePlus 7, да, одинаково, и тот, и другой пушка. Телефоны, мне кажется, мертвые в смысле обзоров стоят дорого, а толку вот, Аркадий, я абсолютно с вами согласен. QCY L3 или Nilkin лучше по звуку? QCU L3, я не знаю, что за L3, я, по-моему, не делал на них обзор. На улице разговаривать через часы, наверное, бредовая идея заведомо. Улугбек, так же, как на работе, поэтому вот эта функция, она не особо топовая, вы уж простите. Meizu Bob 2 или EP52? У Meizu Bob 2 недостаточно большая громкость, по моему мнению. Опять же, оно субъективно. Вы видели? А выдал это 281 тысячу. Я на бедном стриме... Ой, не на стриме, а для обзора гонял их, чтобы они выдали что-то больше 250. Они мне показывали 240. То ли прогрелись, то ли черт его знает, что с ними произошло. Самому интересно. Так, температура CPU. 70-ник. Он прям расстроился, бедный. Вот. Вот такая вот штуковина у нас с тестом. Дальше Apple Watch или Samsung Gear? Apple Watch однозначно, и вот их я точно куплю. Привет, понравился обзор на Amazfit, я очень этому рад. У меня много обзоров на Amazfit'овские часы. Дальше. Не забываем прожать лайк, 122 человека, 125 человек. Может быть, у нас все-таки будет 400 лайков, это будет очень круто. Во всяком случае, это будет довольно привычно для моих стримов. Обычно до них я и сижу, до 400. 382. Спасибо большое тех, кто пролайкал. Кому что-то не нравится, напишите в комментах, пожалуйста, почему стрим не понравился и в каком формате он бы вам интересен, что здесь у меня не так. Я, честно, сам ни разу ничей стрим не видел. То есть я вот насколько понимаю, как он должен проходить, так и прохожу. Надо обзор на переходники с Type-C на 3,5 джек. Думаю, актуальная тема. А что там обозревать? Вот у меня переходник с Type-C на мини-джек. Смысл обзор делать? Играешь в игры? Нет у меня времени. Если вы посмотрите, сколько у меня обзоров в неделю, то вы поймете, что, учитывая, что работаю я часто там из разряда «я завтра уйду в понедельник, во вторник, может быть, приду, а может быть, в среду».
И вот за это время, там, не знаю, ночью сегодня надо что-то запилить, потом нужно запилить обзоры, соответственно, потом нужно будет запилить еще на неделе. Чтобы вывозить 3 обзора в неделю и 1 стрим, я прямо аж очумеваю. А если делать еще и на какие-нибудь такие маленькие девайсы, ну, нереал. Вот. Лучше всего Нилкин или QC White 3 по звуку. Нилкин мне понравились больше. Почему не могу сделать донат? Вы можете платное сообщение просто послать, если вам нравится мой формат, и все. Хотя я не особо за эти дела, но вот так. Не хочешь выпускать видео с новостями? Было бы интересно, и деньги не тратишь. Андрей Сапко, ну пока это не мой формат. Я понимаю, о чем вы говорите, но для этого нужна горящая голова. Говорящая. А вот эта вся лабутень из разряда «я вот думаю». А я считаю, что у меня пока нет права думать. Но, во всяком случае, высказывать свое мнение на стримах я могу. А из разряда того, что я посмотрел в телевизор, и там сказали, что вышел, там, не знаю, iPhone 11, а он убого выглядит, ну, нет. Вот буду больше, канал станет больше, я пойму, что мое мнение важно для большого количества людей, тогда буду его высказывать. Пока нет. Пока у меня есть вот стримы для того, чтобы высказывать свое мнение. Александр, простите за баянный вопрос, но все-таки посоветуйте современный телефон с NFC достаточно недорогой. Скажи, что, не знаю, с NFC достаточно недорогой. Вроде бы у чего был NFC? Нет, у Meizu не добавили, только у Самсунгов дешевеньких. Посмотрите. Что движет тобой, почему ты делаешь обзоры? Макс, это мое хобби, и это раз. А два, это вид моего творчества. То есть мне нравится писать тексты, мне нравится тестить девайсы. И вы можете 1000 раз сказать, что это полукоммерческая штуковина. Нет. Посмотрите мои обзоры с самого начала. Там попсы вообще минимум. Да я Xiaomi называл Xiaomi, наверное, год. Хотя мне люди писали: чувак, ты будешь называть Xiaomi, мы начнем на тебя подписываться. И только через год, после того, как меня попросил один мой хороший знакомый, потому что он, наверное, все-таки прав, что вот нет смысла людям третировать мозг, обзоры нормальные, а ухо режет, когда я говорю Xiaomi, ну, точнее Xiaomi. Я поменял свою точку зрения и стал говорить Xiaomi. Хотя я рад, что меня смотрит много людей, и мне нравится рассказывать о девайсах, когда об этом это смотрят, а не когда ты вроде бы делаешь про девайс, а это никто не смотрит. Кратко так. Не, я думаю, твои обзоры это отлично. Спасибо, Ренат. Каспер по камере P20 Pro круче OnePlus? Да, круче. Почему-то на видосе с GTS мало комментариев с ссылкой на репост. Потому что люди, Макс, меня смотрят не для того, чтобы что-то выиграть. Тебе понравился новый iPhone? Мне айфоны все нравятся, вы уж простите. Как тебе Joom? Хлам, Егор. Я ни разу не заказывал и верю отзывам, что это плохая платформа. Есть один до $90 ноунейм китайский, не помню точно, но есть. По камере по 20 Pro намного лучше OnePlus 7 и намного. Каспер отвечал уже. Намного круче, мое мнение. Ох ты, ешки и гагошки, $5. Якобс, вы побили все рекорды по донату, и за все мои стримы это максимум. Спасибо. Не знаю, за что вы хотя бы что-нибудь спросили бы, чтобы я пользу принес. Когда обзор на фонарик? Думаю, завтра, Виктор Евгеньевич, может быть, в среду. Ну, как смогу. Видите, стрим затянулся чуть-чуть. Дальше. Привет, когда лучше стоит брать Amazfit Stratos? Когда на Али будут скидки будут? Да, 11 ноября будут скидки, возможно, будет дешевле. Но посмотрите на Pandao. Если долго искать на Pandao, он предлагает скидку от себя. Какие лучше часы, GTS или GTR? Они одинаковые, они просто в разном форм-факторе. Если вы посмотрите мои обзоры, вы поймете, что в принципе функции-то одни и те же. Тебя, наверное, менеджеры фирмы Лемфа атакуют, у них сильное лобби в России. Алмифити, мне писали Лемфа один раз, но как бы у нас диалог не состыковался. Потому что, видите, у меня обзоры не совсем адекватные для такого рода фирм. Я почти на 100% уверен, что у них очень много косяков в технике, поэтому они не горят желанием мне что-то засылать. Поэтому я купил Лемфа одни часы и сейчас еще купил десятку. Десятку купил я сам. И что? Я не расскажу. Я не думаю, что после этого Лемфа мне что-то пошлет. Потому что я заряжен на негатив, я про нее очень много плохого начитался. Может быть, мне повезет, и мне придет топовый девайс, но я пока в это не верю. Прожимаем лайки, еще 6 штук, 400 будет. И кто не хочет, не прожимаем. Чтобы никто не ругался, что я про них вспоминаю. Какой у меня телефон? P20 Pro, Егор.
На VIP Lite не устанавливаются циферблаты со сторонних приложений. Не знаете, в чем дело? Я только сегодня их первый день отделал, вот как только наделал. Как только решу, так только скажу. Ты из Питера, да? Макс, я жил в Петербурге 16 лет, у меня там недвижимость. И можно сказать, что в каком-то смысле да, и туда я перееду когда-нибудь. Я начинающий блогер Honor Band 5 или Mi Band 4. У меня есть сравнение, решите сами. У Xiaomi есть часы без уклона в спорт? Да, Verge 1 и Amazfit Nexa. Я не играю в тяжелые игры, пользуюсь только камерой и соцсетями. Подойдет мне Redmi Note 8 Pro, не будет ли он лагать? Не будет. Не успел прочитать. Друг, когда обзор на TicWatch будет? Когда я их затестю по-нормальному? Если вы смотрите мои стримы, вы знаете, что у меня уже пришли они у меня. Какие смарт купить для серфинга по инету и ютубу? Тики, может быть TicWatch, может быть Samsung, не знаю. Все это мне кажется мазохизмом через часы. Какой у тебя, если есть Apple Watch, какой у тебя был телефон первым? Ой, у меня был раскладушка в 2001 году, они вышли, в 2000-м. Я даже не вспомню. Точнее, недавно вспоминал, по-моему, Motorola была. Я видел видео с канала Лемфо, там взяли красивых русских девушек, они рассказывают про производство с завода. Такой угар. Ну, значит, не срастется у меня с этой фирмой, как из большинства. Я вам скажу, что 9 из 10 фирм, которые вы видите на канале, о которых я рассказывал, даже вроде бы неплохо. Потом мне писали гневные письма с обещанием меня засудить. На что снимаешь стрим? P20 Pro, но я купил себе камеру для того, чтобы рассказывать о них. Какой у вас первый сенсорный телефон был? Я помню, что у меня был SL45 Samsung. Это с полифоническими мелодиями. Первый телефон на рынке. А потом... в 2006, по-моему, году я купил такой с откидывающейся штукой. Не помню, как назывался. Заказывать что-то напрямую из Штатов? Нет, не заказывал. Заказывал, но очень давно. Александр, сори, нагрудный пульсомер на Али какой норм? Спасибо. Андрей, за что извиняться? Я не знаю. На Али, все, что я заказывал на Али, мне не приходило из нагрудников. Хотя советовали мне довольно много. 2 раза заказывал, потом забил на это дело и купил в Петербурге. У меня была супруга, попросил, она мне купила Polar H10 за 4800. Galaxy Watch будет новый в этом году. Будут... Какие часы купить для беговых лыж? Полары. Привет, помоги телефон подобрать в больничку большой тысяч за 17-19. P20 Pro. Посоветую камеру, на которую можно снимать распаковки. Сейчас снимаю на свой телефон Galaxy S10 Plus. Ну, круче уже некуда, Якобс. Мое мнение. Помнишь Nokia 25? Да. Стоит ли прошку брать 9T? Наверное, да, если вам она нравится. Ты читал новости о Xiaomi или как они там разыгрываются, называется OnePlus? О, Ренат, надеюсь, вас это не разорило, вам спасибо за то, что смотрите. Так, камера у Redmi Note 8 Pro лучше, чем у OnePlus 7. По мне, да. На видео точно. Я не имел возможности сравнить их вот так, поэтому то, что я видел, как видео работает на Redmi Note 8 Pro... Ну-ка, 69 градусов, видите? То есть для тех, кому важны были тесты, 281 тысяча. Я не понимаю, почему на стримах у меня показывает он больше, чем когда я просто делаю тест. У меня в видосе 240. Давайте еще разок, пока еще общаемся. Что скажешь о 1+1? Не знаю, что это такого. Из какого города ты сам? Маленький город в Архангельской области на данный момент. А так до этого жил в Наринмаре. Очень долго. Вы слушали Honor FlyPods Lite? Если да, посоветуйте на своем опыте субъективно на порядок лучшие ТВС наушники. От своих наушников не в восторге. Syllable S101. Выглядят убого, великолепно звучат. Наверное, был... Sony Ericsson. Да. Я еще помню, что в 2006 я потратил всю зарплату, чтобы купить этот телефон. OnePlus One. Дальше, значит, скажу нормальный штатив для него, чтобы было удобнее. Спасибо, пожалуйста. Он на самом деле лучше в играх, чем 730-й дракон или маркетинг. Думаю, маркетинг. У Xiaomi всегда так, на показ лучше, чем для одного. Есть такое дело, наверное, он чувствует просто. Камера видео OnePlus Plus очень хороша. Аркадий, ну вы же не занимаетесь видео, поэтому ничего, вот без обид.
Может быть, занимаетесь, скиньте тогда свой канал мне в личку, я с удовольствием заценю. Может, меня чему-то научите. Без сарказма. Зайди в PUBG Mobile и поиграй, всем понравится. Могу скинуть пару видео, если что, ставьте плюс. Но я не вижу смысла, мне не кажется, что сейчас плюсы попрут Сейдиш. Потому что нужно для этого камеру отдельную все-таки. И отдельно, не знаю, еще одну сетку провести. Пришлось отлучиться, где узнать результаты розыгрыша. Да ладно. Олег, серьезно? Ну давайте я чуть-чуть поиграю, если будет какие-то лаги. Если 10 плюсов наберется, пока только один. Не забываем ставить лайки, если есть кто свеженький. И о смартфоне OnePlus на Cyanogen OS. Давно занимаешься обзорами, Ренат? 1,5 года. 1,5, по-моему, у меня. Посмотрите, я там 4 последних с ноября, скажем так. Да ладно, серьезно? Как решил этим заниматься? Закупился Миджа на Gearbest? Да ладно, столько фанатов. Назовите GTS сопоставимые с Huawei. Новый GTS сопоставимый с Huawei. Я фанат Xiaomi, для меня они лучше, вот в чем проблема. То, наверное, была Sony Ericsson с откидной клавой. Да-да-да, по 900, по-моему, как-то так. Лонцик. Богдан плюсы, Honor 9X или Honor... Да ладно, ну все, хорошо, давайте. Но я не знаю, как это будет выглядеть, потому что все-таки для этого, мне кажется, нужна камера. А не с телефона. Давайте. Хотя до этого вроде было ничего. Какой штатив используешь? Никакой. Я за 1000 рублей бушный какой-то купил и до сих пор его юзаю, еще год назад. Я вообще довольно колхозно вот занимаюсь конкретно съемкой. Мне больше интересна сама структура обзора, то есть разобраться в гаджете и потом о нем вам рассказать. Вот так, я думаю, нормально будет видно. Дальше. Вот насчет танков, или при высокой графике HD плюс он лагает, и будут лаги на низких настройках. Как я читал, что вот опять же в комментах правильно написали, что у танков в принципе проблема со всей этой лабутенью. У меня нет Macintosh Max, я монтирую все в 2 программах, и они обе ломаны, и даже не буду говорить на стриме, не хочу, чтобы меня забанили. Чуть-чуть поиграй, опиши свои ощущения от смартфона в игре. Я говорю, я уже играл, то есть говорить, что не играл, это как минимум глупо, потому что я играл в него и мне понравилось. Сними обзоры на пару электросамокатов для подписчиков, прибавится еще. Ну, может быть. Серьезно, надо было в магаз бегать. Кто подскажет, кто счастливчик? Да, 8 гигабайт версия. Давайте, пусть он просто бежит, пока я отвечаю. Классная футболка с Микки Маусом. Да, я вообще не парюсь по этим темам. И очень странно, наверное, выглядит 35-летний дядя с бородой, который бегает с Микки Маусом. Стоит ли брать Polar M430 БУ? БУ телефон или другие какие-нибудь электронные устройства брать не советую. Какие настройки? По-моему, здесь есть графон. Вот ультра и высокие я переставлял. Я думаю, все увидели. Да? Так, БУ Gear S или GTS. GTS, вообще говорю, БУ электронные устройства не советую. Прожимаем лайки, те, кто у меня спрашивал, чтобы я вот занимался этой лабутенью во время обзора. Держи как удобно тебе, мы рассмотрим, окей? Но вы понимаете, что он может подлагивать из-за интернета? Давайте сделаем отдельное видео с тестом самых популярных игр и FPS. А меня не забанят? Вот давайте честно подумаем, потому что у меня же не геймерский канал. Вот если меня забанят из-за такой лабутени, я буду просто в диком стрессе. Я вам даю слово просто. Так, следовать. Давай за кем-нибудь буду следовать. Вот. Какие еще вопросы? Давайте сделайте отдельное видео. Поставлю лайки с 7 аккаунтов. Не, ну не надо. Я же не просто разгоняю. Мне чисто интересно, сколько я могу за стрим сделать лайков. Вот. Ну, я сделать. Сколько вы мне можете понаставить их? Потому что 120 человек это не так много. Стримов у меня слишком много было на этой неделе, но вот так. ВК выложите, очень интересно. Окей. Постараюсь. В группу, может, выложу ВКонтакте. И ноуты Xiaomi на обзор. Ренат, разорюсь, постараюсь. Прям постараюсь, мне самому интересно. Может быть, через недельки 3. Если договорюсь. Но сам я покупать не буду, буду пытаться с каким-нибудь из магазов договориться. MIUI 11 на него сразу прилетит, уверен, что да. Это версия на 8 гигабайт, повторяю. Спрашивайте, я все равно вижу, что вы спрашиваете, и не будет это мешать.
Это, мне кажется, или игра лагает? Нет, не лагает вообще. Я же говорю, что это дело в интернете. Я скажу, если будет лагать. Люблю говорить, если что-то лагает. А все бухают, вот почему так мало людей. Да нет, не факт. Опа, да ладно. Это уже у нас кто так быстро получил оружие? Ага. Ну это бот по-любому. Иначе бы я уже был трупом. Спасибо ботам за заботу, да? Сообщество победителя выложу, конечно же. А, это мой? Да, это мой. А, зачем сообщество выкладывать? А, ну может быть. Напишите мне, каким образом это делать, и я, наверное, сделаю. Очень неудобно так играть, но пишите, продолжать играть или хватит. Поддерживаю идею с обзором на ноутбук. Я тоже хочу ноутбук Xiaomi. А у меня есть, кстати, на ноутбук Xiaomi обзор на канале. Давайте по чесноку. Видели? Кто видел мой обзор на ноутбук на канале? На Xiaomi. Как думаешь, телефоны Huawei стрёмно покупать из-за их проблем с Google? Не, я думаю, не стрёмно. Так, наверное, даже лучше вот так, если да. Вот так вот лучше. Смотрите на моего Микки Мауса. А по сравнению с Mi 9T, что будет лучше? Я не знаю. Ну, Mi 9T, наверное, будет лучше, чем этот. Не видел, видел кроссы. У меня 300 обзоров, и на ноутбук Xiaomi у меня тоже есть обзор на канале. Посмотрите, кто не видел, кто спрашивает про ноутбуки Xiaomi. Вот. Надо было джойстик взять. С джойстиком удобней. Подло, но удобно. Давай топ-5. Топ-5 чего? Как тебе надо датчик Ранстатик? У меня его нет, поэтому я не могу вам сказать, как он мне. Как только он у меня появится, я вам просто скажу, наверное, про него. Ставим лайки за то, что я играю, потому что я не думаю, что это разумно делать на обзоре, но делаю по, опять же, вашим просьбам-требованиям. Точнее, не на обзоре, а на стриме. Довольно странный стрим получается. Получается, как игровой стрим. Хотя, наверное, большинство так и делает. Самое простое. Хотя, как параллельно, опять же, играть нормально и болтать. Который по счету вы в игре? Первый, второй, или третий, или четвертый? Я не знаю, сейчас посмотрим. Первый. И пока я живой, да. Не думаю, что это надолго. Беспроводные наушники до 100 баксов. Если проводные, то Bullets вторые. Если беспроводные, то Huawei Pro 2. В папках топ-5, да, я думаю, будет топ-1. На Note 8 катается, есть полноценный 4G. Да, я показывал это в обзоре, что он есть. Вот. Хотя вот так неудобно играть. Очень. Какие еще есть вопросы? Какой у вас ник? Польза.нет. Сделай обзор на старые версии Xiaomi Redmi Note 4X. Если нужен тест игр, то пиши, постараюсь сделать. Зачем? Я думаю, что это не особо нужно. Какие ноуты вообще есть со встроенным 3G модулем? Пум-пум-пум. Почему просто не встроите вы все самому потом, когда купите? То есть обычно слот есть, поэтому я не вижу особого смысла, если честно. Не, ну это мазохизм. Без звука. Давайте звук сделаем. Я имел в виду сообщество на YouTube канале. Окей, что думаешь о 5G? Я думаю, что лучше бы сделали 4G везде нормально. Вот это самое главное. Прожимаем лайки новенькие за то, что я сейчас вас пытаюсь развлекать стандартным PUBG на 9 Pro. Если кто заметил лаги, пишите, но я пока не вижу. На ультрабуках нет мини PCI. Ясно? Когда глобалка выйдет, когда баги подпрыгнул, это интернет или телефон лагал? Это интернет, телефон не лагал.
Можете спросить еще что-нибудь, но пока все good. Так, мне нужен бронежилет еще. Что я тут уже полумертвый. Тем более первого уровня, да? У тебя есть обзор на гейминг лэптоп 3. Я не знаю, что это такое. У нас 3G не везде, да. Поэтому я и говорю, когда вы говорите, что нам просто необходим 5G, ну, опять же, кому? Нам. У нас тоже 4G так лагает, что лучше был 3G стабильный, чем 4G, но такой. Так, ну, поменяем. Почему игноришь вопрос, посоветует джойстик для смарта? А у меня есть несколько Xiaomi-шных, посмотрите на канале. Xiaomi-шные более чем ничего. Вот. На какой мобиле сейчас играешь? P20 Pro. Ой, Note 8 Pro. 104. Видите, люди убегают. На канале есть обзоры на штативы с Алиэкспресса? Да, на Xiaomi-шный один маленький. Точнее, селфи-стик. А не на даже... Не на штатив. Эх, вспомнил интернет на Opera Mini на кнопочном телефоне. Ясно? Я первый раз так романтично стою, играю еще и на камеру. Давайте одну катку и все. Где, кстати? Я в зоне. Давайте к центру будем двигаться. А ты играешь и читаешь комменты? Да, веселого вечера. Пока. Счастливо, Сэд. Извини за такой формат, если тебе не особо нравится. Не убегай, дальше будет трэш. Ну, хорошо. Увидел коммент про оперу, прослезился. Да, было дело под Полтавой. Не убегаю, трэша пока нет. Пока все пусто максимально. Зона. Людей нет. Все грустно. Тачка стоит. В общем, пока ничего веселого. Пока я просто бегаю и все. О, первый клиент. Кнокнул. Но не убил. Я даже не заметил, как я глушитель поднял. Ну, первый есть. Второй точнее. Но пока никого все равно. Все довольно печально. Я, кстати, ни на одном телефоне не слышал звучания лучше, чем на Nokia. Так. Стратосы третьи будут на обзоре? Конечно же будут. Слева меня кто-то долбит. Угу. С Миньки мы его убили. Ага. Да ладно, он еще живой. Так, в Москве дождь, печалька. Все бывает, так сказать. Ватунту показал для Redmi Note 8 Pro, да. Дальше, ну что Ватунту? На 282 тысячи он показал. Обычно в роль у меня на 240 показывал. Сейчас 2 раза гонял, 282. Хорош ты как Lego Play. В плане плохо играю, я да. Все бывает. Но это такой экспириенс, видите, если ниже сотни опустится, а больше, наверное, вряд ли буду играть в подобное. Не могу обновить PUBG. Плохо. На чем вы играете, что вы не можете обновить PUBG? Так, наверное, пора прыгать на машинку и ехать отсюда. Потому что здесь уже у нас зона скоро сместится. Едем. Показать FPS можешь? Напоминайте мне, как в настройках, в графике. Угу. Прыжок, эффект урона, гироскоп. Напомните мне, где здесь FPS. Угу.
По-моему, здесь просто нет его. Ага, 20% заряда осталось. Turbo Boost от Xiaomi включил. Он и так включен автоматически. Когда Stratos 3? Когда я их смогу купить? Потому что на данном этапе жизненного развития их купить негде. Вот такая вот печаль. FPS дополнительной прогой включается. Ну хорошо, не, я знаю тогда, если через прогу, я знаю как. Но пока не проседает. Вот я играю, я говорю, я бы сказал, если бы были лаги. Настройки вы и так видели, ультра-ультра прям. Справа в углу проведи. Ну вот, провел. Ладно, давайте я все-таки к серединке карты буду двигаться, потому что сейчас у нас совершенно великолепно зона уменьшится, и все, и кирдык мне. Привет, я опять пришел. Привет. А я уже играю. Дожил. Никогда бы в жизни не подумал, что на стриме я буду играть. Мне кажется, это немного хамство. В нижнем левом... Нет, это 96 миллисекунд, это не FPS, это скорость интернета. Просто закончилось место на смарте, поэтому не могу обновить. Прости, перепутал, поверим вам на слово. А можете не верить, можете смотреть, вот, пожалуйста. Можете кому-нибудь другому верить. То есть смысл в том, что могу, то делаю. Вот насколько я понимаю, а я более-менее понимаю, во всяком случае, в играх, штуковина не лагает. Хотя рекомендованные были не ультра настройки, а просто высокие, одни из настроек. Слева вверху проведи и посмотри, не клацай. Там FPS. Турбо 60 FPS показывает. Во, 41, 40. 40 FPS это маловато, да? Сделай графику низкую, а частоту экстрим. Мне кажется, перезагрузить придется, нет? Ультра и максимум есть. Да, так поиграем. Смотрим. 42 FPS. Мне кажется, 40 это более чем хватает. Это же не двадцатник. Какие цифры по патчмаку для 8 Pro? 282 тысячи. На ультрах 40 FPS нормально. Я тоже так считаю, что это не такая уже космос-просадка. Тихо. Еще учитывая, что он в режиме энергосбережения, все-таки 18% у него осталось. Понятно, что он это не показывает, но при любом раскладе это дело есть. Имеет место. Так, ну что? Что у нас здесь? Пока никого и ничего. Всего 47 человек осталось. Сейчас начнется, мне кажется, жесткое рубилово, потому что довольно много людей для такой карты. У меня 20-ка на минималках. Ну вот. Это совсем печально. Не подлагивает, не подлагивает. Может быть, на рубилове где-то 42. Звук из одного динамика исходит, да. Вроде бы. Только если они здесь два не запихали, но мне кажется, здесь один. Не забываем прожать лайк. 433 лайка, может быть, до 450 доберем. Будет круто, пока я тут бегаю. Считаю, что абсолютно бесполезно бегаю, ну ладно. Пытаюсь прочитать мод 360 актуальный. Нет, не считаю, что актуально. Ничего не перезагружать не надо. Окей. Даже надо во время игры менять настройки, как к сведению. Окей. Вы хотите, чтобы я их поменял? Какие высокие? Это 30 FPS ультра, а это 45 FPS. Ультра высокий 60 FPS. Окей. А еще, если есть возможность скачать фронтайд, загружай, сделай тест, потому что его очень популярно. У меня есть она. Мне ее даже грузить не надо. Ну давайте я этот добью или чего. Выходить из PUBG, пишите. Советую в обзорах на телефоны делать больше фото и видео. Окей. Я бы на открытом месте нашел сейчас укрытие. Логично. Ну, я говорю, я сейчас так играю слегка на все равно. Вот. Вот банкетчик есть, вижу. Скорее всего, это бот. Хороший бот был. Я думаю, пора до него добежать. Нет, сделай графику низкую, а частоту экстрим. Окей. Графика низко. Частота экстрим, графон низкий. Окей.
Нет, я говорю, нужно перезагружать. Я не знаю, кто там написал, что перезагружать не надо. Так, ну в итоге я потерял, где он был. Бежал, бежал, бежал и пробежал. Ладно. А вон он, еще один клиент. Где-то еще кто-то стреляет. Нет, это не я хорошо играю, это просто здесь ботов очень много, и потому что это начальный уровень, вот и все. Вся магия. А я играю довольно плохо. Но главное это понимать. Опа, клиент. Где-то кто-то... А, вон он. Так. Вообще не понимаю, откуда... Откуда долбят, не вижу пока, но извините. Да, фронтай у меня тоже в наличии. Сейчас я кольнусь. И побегу куда-нибудь. Ого! Ничего ж себе туда бежать еще. Вот доболтался с вами. А сзади долбят. Побежали. В топку все эти разборки. Правильно? Через прицел стреляю. Окей. В укрытие. Да ладно, все это для укрытие для слабаков. А потом фронтай. Если да, то ставим плюс. Но пока что-то никто не ставит. Надо еще зонтик купить. А сегодня менял, я только сегодня менял так. Держись до конца, на нем целап. Как только доберусь, я тебя заблочу. Юморист. Дальше. Не забываем лайки проставить. Давайте 450 наберем. Скажите, какие часы носите? GTS я бы носил сейчас. Мне не нравится. Так, я не туда бегу. Доболтался называется. Так, а может точилу найду? Да? Будем надеяться, что я найду точилу, иначе мне кирдык. Скажем честно. Потому что зона уже ого-го какая агрессивная. Но мне кажется, я успею добежать. Это смартфон не тормозит, процессор хороший. Да. Ну, относительно. Греется только, но не особо дико. 447, давайте 3 лайка, други. Да, 8128. И снова будем считать, что я выпрашиваю лайки, хотя все относительно. Не знаю, мне нравятся циферки. Не считаю, что сейчас особо полезно. Ну, для игроков сейчас полезная инфа, наверное. Так что сами видите, что лагает, не лагает. Это учитывая, что у нас процентов 15. По поводу лагов сейчас посмотрим. Как вы там слева? 53 FPS. Вот такая вот лабутень. Стоит ли брать наушники Havit? Не знаю, мне кажется, нет. Привет, Александр, и вам привет. Дальше. Кстати, когда появится глобалка GTS? Да GTS-то еще так-то не купить, не то что глобалку. Все довольно печально, я бы сказал. Сейчас в зону заедем и пообщаемся. Какой телефон на постоянке? P20 Pro. Уже разбит просто в хлам. Телефон скоро уснет. Apple Watch 3 официально стоит $200. Ну, топ. Очень круто. Очень рад за Apple Watch. Мне они, кстати, нравятся. Я говорю, я супруге 5-й Apple Watch куплю. Угу. Ну что, мы на вроде бы удобной позиции, по моему мнению. Надо подзарядиться и ждать клиентов. У нас осталось всего 14 человек. 6 убил я в неравной борьбе, так что, скорее всего, так как это, скорее всего, были боты. За сколько взял? 21. Бипы на Пандау за 3500, да, видел. Я за 3400 заказывал товарищу, который их выиграл на конкурсе. Тоже на Пандау. Мотик тут. Наверное, надо бежать в зону через мост, да? Иначе меня кто-нибудь вальнет жестко. Ага.
Так, надо поменять. Все. Ох ты, ешки и гогошки. Доболтался с вами, в зону не попал. Ну что, успею? Да, Болик успел. За сколько купил мобилку? 21 тысяча через товарища, ну попробуйте. Супруга стоит за стеной и слушает, сколько вы подарков наговорили. Да, какой телефон лучше, этот или Поко? По-моему, этот лучше. Но опять же, мое субъективное мнение, неравнодушного. Хотя Поко, ну смотря по каким характеристикам и смотря какой покафон. Или он сейчас пока один. Второй еще не вышел? Напомните мне. Ну и что, в зону я успею, да. 10 человек. Точило здесь. Наверное, кто-то приехал. Кто-то совсем недобрый. Опа, там что-то движется, по-моему. 106 человек терпят игру на П. Норм телефон с Кожител обгонит 845. Сейчас скачаю PUBG Mobile, только первый. Не, наверное, это все-таки лучше, чем первый покафон. Пластмассовый покафон расплавится нафиг. Скорее всего, да. Скорее да, чем нет. Там кнопнули моего товарища. Значит, какая-то все-таки штука есть более-менее эпичная здесь. У меня с броней все печально. Побежал я туда. Будем надеяться, что меня никто не кнокнет. Хотя кто-то стреляет сзади. Ну вот я как раз его и приму в зоне, правильно? Потом придется переплывать, наверное. Что довольно печально. Угу. Ну, поплыли тогда, да, товарищи? Как вы думаете, меня кнокнут? Посмотрим, кто тут. Угу. Может, не увидят. Как фоткает этот смарт? Нормально батарею держит? Мне не понравилось, как он фоткает. Батарею держит, ну вот можете посмотреть стрим. В PUBG я играю, 2% съела за, наверное, минут... Сколько? Кто мне подскажет? За минут 15. Сколько соберешь комп на стриме когда-нибудь? Думаю, да. Xiaomi закрыла подразделение Покафон, так что второго не будет. Печаль. Давай еще полчаса. Не-не-не. Доиграю и все. Иначе когда я буду делать обзоры? И так уже нужно и с ребенком посидеть, и с супругой поболтать. Не стой, когда бутс южишь или что-то другое делаешь. Окей. Нагрев какой, скажи. Сейчас проверим. Надеюсь, меня за это время не лупанут. 41 градус 42. Ну, сами видите. В общем, около 42 градусов. Так, и я остался один. Что-то как-то это печально. Один это плохо, потому что их 8. Нет, есть еще второй, но его кто-то долбит очень сильно. Вот, 450 лайков набрали, спасибо большое. Кому не жалко, можете еще лупануть. До 500, конечно, не доберемся, но... О! Ну, снайперка мне не особо нужна, ну ладно. Попробуем. Попробуем посмотреть, кто-нибудь, может, плывет сюда. Кроме меня. Не, никто не плывет. Никто не бежит. 3 часа стрима уже и 460 лайков. Давайте. Лупите лайки, может быть, выживу. По зоне пробегусь. Или лучше... Не, наверное... Опа! Видите клиента? Клиента вижу. Суицид. И кнопнуть. И еще один клиент.
Еще один клиент. Вроде пока живой. И все, что ли, бегут в это здание, бедные. Зачем? Вот еще один клиент. И пока я все еще живой, я вроде в зоне. Нас двое всего. Ложись. Да, ложиться для слабаков. Ну и ваши ставки, господа. Ваши лайки, господа, 268. Давайте 1 на 1. По зоне пробежат. Ага. Зона туда ушла. Вижу. Есть, убил. Ха. Ну, за победу. Тыкаем. Топ-1. Окей. Богдан. А как камера на 60 мегапикселей? Плохая. Ну, на фотках мне не нравится. На видео нравится. Дальше. Да, Chicken Winner. Bluetooth 5.1, как во FreeBuds 3, рассчитан на 5. Будет ли работать телефон с 5.1? Думаю, да, будут. Что еще? Красавчик. Спасибо, Ренат. Спасибо, что показал. Пожалуйста. FPS-ки вы и так видели. По нагреву можно еще разок проверить. Но мне кажется, что все норм. Ну как, 42. 42. Что и догадывалось. Как и все догадывались. Поздравляю с победой, спасибо большое. Это для тех, кто собирается телефон для игр брать. Очуметь, телефоны за 20 штук для игр, друзья. Ну, это... Вот кто пишет, ну, реально за 20-ку комп собрать. Ну, реально, особенно бушный купить там какой-нибудь. Ничуть не хуже, чем телефон. Так, классно, топ. Окей, фронтайн надо вам, нет? Давайте включу. Во всяком случае, посмотрим, как он загрузится. 10% заряда осталось. Не забываем лайки. Покупаешь через какой магаз? Ренат, смотря что. В основном через Алиэкспресс. Вот этот телефон через товарища купил. Дальше. Дальше, я думаю, пора нам стрим заканчивать. Все-таки 3 часа. Экран норм, но очень сильно похож на Redmi Note 7, если честно. Будут обзоры на трансформеров от Xiaomi. А что за трансформеры? Подробнее. US сервер. Ладно, все, хватит. Так, его в инете забей. Окей, давайте прощаться. Нас 100 человек. Спасибо, что были на стриме. Кто забыл, ставим лайки. Что-то я разошелся по лайкам, ну вот так. Как цветовая гамма экрана? Норм. Скачай Need for Speed. Обязательно, но не сейчас. В следующий стрим закачаю сюда игруху, или если захотите под конец стрима, обязательно поиграю. Кто же все-таки Mi Band выиграл? Алекс есть на стриме, я стрим сохраню обязательно. Диана, вам спасибо, что смотрели стрим. 100 человек это очень много. Если кому что интересно, последнее, давайте 3 минуты отвечаю на вопросы быстрые. Много разницы, 6 гигабайт оперативки 8. Для меня, я считаю, что будет много. Василий выиграл, да. Алекс по Сейдиш счастливо. Фронталка как тоже норм. Спасибо за стрим, вам спасибо. Попробуйте запись экрана с играми сделать для ВК. Окей, скачаем именно фронтайн. Вбей в инете, скачать фронтайн. Хорошо. Все, други. Удачи, заканчиваю стрим. Спасибо, что были, спасибо, что интересовались. Надеюсь, что кто-нибудь напишет мне в ВК, на что еще интересное сделать обзор. И чего. И вот такой телефон, вот такие часы. Про Health ничего не успел рассказать, но потом. GTS буду носить после того, как я сделаю обзор на Beep Lite. Все, удачи!